Такс. Выровняем горизонт, ребята. О. Выровняли горизонт. Кто сразу начал смотреть и не знает, что происходит, расскажу. Это город Буэнос-Айрес. Весна. Вот это надо мной, и везде цветет сейбо, национальное дерево Аргентины. Я тут лежу, жду зрителей. Сейчас зрители подтянутся, что-нибудь да поболтаем. Будем пить коку. Вот. О, кто-то уже подтянулся. А ну-ка, из тех, кто подтянулся, коку пьете? Напишите, меня там хорошо слышно или нет. Нет. Как у нас горизонт выставлен? Наверное, трошки завален. Наверное, чуток. Вот так где-то. Нет, все-таки чуток да заваленный горизонт. Или это у меня тут завалено все. Да нет, нормально. Так, попьем коки. Ну что? Ой, народ, у меня сегодня был этот день такой интересный. Проснулся во сколько? 5, ну, в общем, почти до 6 еще утра. И решил, что надо мне съездить, порыбачить первый раз на этом самом, на спиннинг, на синьвеле, как у нас называется, блесенки, всякие рыбки, там, 5-е, 10-е. Поперся в 7 утра, уже был на реке. О, не дадут поговорить. А там это такой ветер одуренный, просто с ума сойти. И как раз ветер с реки. И волны такие, все гоняет, в общем, бултыхается там, какие там эти. В общем, плюнул я на все, уехал домой. Думаю, ладно, посмотрим, кто там что выиграл на выборах, поедем, съездим в магазин, съездили в магазин. А потом день уже как бы не задался, думаю, поеду я в парк. Заодно поболтаю со своими зрителями. Получил я наконец-то кнопку уже эту пришла. Ну, когда пришла еще? 31-го, да. Или 31-го, или 1 числа. Пришла кнопка 100-тысячная ютубовская. Так что все. Мы теперь вышли на новый уровень болталок. Ну-ка, все-таки мне кажется, что у меня горизонт чуток заваленный. Вот так где-то. Так что вот. Вот это парки Буэнос-Айреса. Сейчас тепло, весна. Смотрите, как здесь погодка. Кто хочет жить в Буэнос-Айресе. Я специально подальше от речки, чтобы никто не говорил, что там это самое. Все рыбаки да рыбаки. За этими деревьями вон там стоят рыбаки. То есть тут, это, наверное, так телефон показывает, но в принципе тут до них совсем недалеко. То есть 100 метров. Вот, возвращаются старички, видите, со своими этими самыми удочками там. Наверное, не клюнуло ничего, вот и возвращаются. А я решил сегодня без удочек, без ничего. Просто поваляться в парке, взять кока-колу, полежать, пообсуждать. Как вам, кстати, кажется, насчет выборов? Как кому понравились? Кто что предполагал? Я, честно говоря, предполагал другой результат. Но вышло как вышло, да мне и по барабану. Ну, я имею в виду выборы в Штатах. В принципе, я не там живу, так что мне как-то одинаково. Хотя на всех это будет влиять. Потому что у нас на Аргентину точно это будет влиять. А вот как, посмотрим. Одни говорят, что хорошо, другие говорят, что не очень. Почему хорошо, почему не очень? Потому что, ну, хорошо говорят, потому что прошлое правительство, оно с Америкой вообще никак не дружило, а это типа с Америкой дружит. И наш президент еще до выборов уже ездил с ним, встречался и с новоизбранным президентом Трампом. И говорил ему уже тогда: здравствуйте, господин президент. Все его критиковали, типа, зачем его называть, он еще такой кандидат, его называть президентом. То есть наш подмазался уже заранее. И все говорят, ну все, хорошие отношения, залог того, что в Аргентине все будет круто. Ну, как минимум круто, потому что, наверное, поможет там договариваться с валютным фондом. Ну, надо, чтобы кто-то с ним договаривался, правильно помогал. Эти в долги лезут, а потом, чтобы отдавать, чтобы этот долг реконструировать, то есть перетянуть на следующий раз, то, наверное, ну, это хорошо, типа, договориться.
С другой стороны, некоторые экономисты говорят в чем-то, что не очень хорошо, потому что Аргентина, как правило, очень много поставляет своей продукции в Китай. Ой, ты какой кардинал. Смотрите, если я смогу показать, если смогу, я подниму. Кто заметит, вот здесь, смотрите, полностью красную такую птицу сидит вот на краю веточки, видите? Называется красный кардинал. Ну, в смысле, это самое. Как-то так. Вон, видите? Сидит. Вот. Тут он небольшой. О, все, свалил. Увалил. Тут сейчас столько птиц у меня. Не дают поговорить, не дают посидеть. Все цветет. Они вон все за этими. Кстати, я же так и не показал, говорю, все цветет. Смотрите. Прямо как сад какой-то красный, видите? Это аргентинская сейба. Так вот, некоторые говорят, что так как Америка с Китаем все время в конкуренции, как бы и в торговых войнах всевозможных, то придавить, типа, будет давить, чтобы Аргентина поменьше поставляла Китаю там и все такое. Хотя жизнь покажет. Сейчас наш, по-моему, уже на инаугурацию там собирается поехать посмотреть. Вот. Я не еду, меня не пригласили. Так что придется ему самому ехать. Мне придется кока-колу с вами пить. А у вас, как считаете, что получится? Как, кто ожидал, что выберут, а кто ожидал, что нет? Я лично думал, что не выберут. Ну, прошустрил. Оказывается, выбрали. Я сегодня смеялся, говорю, наверное, все-таки в Штатах не очень-то пенсионеры живут. Раз уже в таком возрасте идет на работу, выбирается, чтобы работать, чтобы деньги зарабатывать. Наверное, на пенсии не хватает, чтобы жить спокойно за пенсию. Плохо, что на пенсии, что приходится в 80 лет идти на выборы, работать за зарплату, блин. Это хреново. Значит, не так уж все там хорошо в их государстве, раз пенсионеры заставляют работать в таком возрасте. Ну, правда, это не единственная страна, где пенсионеры в таком возрасте идут на работу, видите. Так что хорошо у нас в Аргентине, вон, уже все рыбу ловят. Никто уже ни хрена не делает, потому что все равно работы нет. Лежат, отдыхают, вот пузо греют вот, под деревьями. Кстати, я, по-моему, уже всем своим знакомым здесь показал, а вот зрителям не показал. Сейчас покажу. Что такое сейбо и что с него можно сделать. Сейчас принесу. Подождите 2 секунды. Смотрите, как классно. Можно босиком походить по парку. Уже, кстати, опадает, полно опавшего. Уже сейба опадает, полно опавшего сейба. Смотрите, какие цветки сейба. Кто, может, не видел никогда, видите? Вот такие. Так, сейчас мы что-нибудь с него сообразим. Вот. Вот цветок сейба. Вот ножка сейба. Сейчас очки переоденем. Покажем, что с ним можно сделать. Хотя я один раз показывал. Вот, смотрите, он такой. Вот так вот. Все время путаю, куда у меня, типа, где объектив камеры. Вот. Значит, берем вот этот листик и пополам так. Он тут хорошо сложен, так что его так можно хорошо пополам так раз. А еще он загнут, так что его, если нажать здесь, он раз и в другую сторону повернется. И вот он получится, как у нас говорят, птичка колибри. Ну, типа, нос что-то длинный получился, надо чуть-чуть отломать. Вот. Видите, такое. Так что про сейбу вы знаете. Теперь почитаю, что народ пишет. О! Привет, в смысле, что теперь? Ну вот что теперь, что теперь? Что теперь буду спрашивать, то буду отвечать и посидим, поболтаем. Вот это в смысле. Просто не знаю, что теперь. Это просто такой прикол, потому что и правда не знаю, что теперь будет. Вот что меня спросят, что мы будем обсуждать. Нифига не знаю теперь. То, что у нас в Аргентине, я знаю. У нас в Аргентине наступает лето. У нас в Аргентине через месяц будет лето. Сейчас весна. В принципе, с экономикой все ясно. Уже год, как известно, что теперь. А что теперь сегодня на стриме будет, не знаю. Понятия не имею. Все норм. Спасибо, спасибо, Нико. Нико написал.
Так, хорошо, видно и слышно. Превосходно старался. Так. Привет из Саратова. Привет, ребята. Слегка лагает, наверное, потому что у нас метель и ни неба, ни земли. Так, подождите. У меня 5G. Сейчас может и не только... да, может и здесь как-то. То смотрю, то сигнал появится на зеленом, то сигнал появляется на желтеньком. Так что сейчас попробую с другого телефона подключиться к стриму и посмотреть. Может, мне не придется так близко сидеть. Можно будет отодвинуться. И вот где-то вот так вот. Не, наверное, это здесь в парке сигнал немножко лагает, скажем честно. Мне так кажется почему-то. Потому что что-то он включится то зеленым, то желтым, то зеленым, то желтым. А ну. Так, вот и что теперь. О, точно я в эфире, ха-ха. Сейчас подключимся и попробуем. Так. Это мы остановим, чтобы оно не шло. И нажмем на то, где тут эти, которые писульки пишут. Блин. Где ты, где писульки? Так, о канале видео Инстаграм. Тина. Да что ж такое? Где писать, где чат? Чата не вижу. А, наверное, пока эта фигня не пройдет, наверное, чат мне не откроется. Сейчас пропустить. Странненько. А у вас какие дела новые? Так, тут что-то не открывается. Придется сесть ближе и все-таки здесь буду смотреть, что народ пишет. Попробую отсюда. Потому что что-то там мне не высвечивается. Так, Леонид, сколько вам лет? Мне 64. Вот. Так, я, наверное, больше всего пропустил тут. Привет из Саратова. Так, слегка лагает. Добрый день. Интересно смотреть ваши видео об Аргентине. Ой, спасибочки. Я думаю, вот лето наступит. Немножко, может, движуха будет больше. Может, еще что-нибудь поснимаем не только у нас. У вас лето? Ну, нет, у нас, в принципе, весна. Сейчас вот самый тот период, когда весь город цветет. То есть цветет жакаранда, цветет сейба, вот это, что я показывал. Жакаранда, цветут другие деревья, очень такие крутенько сейчас в городе, если честно говоря. Так что ж так и с этим, блин, делом. Вы... Подписаны, сохранить. Не могу. Куда делась? Ладно, наверное, надо выйти с этого аккаунта и зайти на другой. А, ну так я на другом и есть. То, в смысле... Лайки, ребята, поставьте. Так мало лайков. Никто не хочет. Всем интересно смотреть, и никто не хочет. Так, ставить лайки. Сколько лет я сказал? Трамплин. Выбрали еще, считают голоса. Инаугурация 20 января. Вдруг демократы устроят сюрприз. Не устроят. Тут кто мог устроить сюрприз, который я и ожидал. Я думал, что это как раз Трамп устроит сюрприз. Потому что, ну, как бы он же в прошлый раз устраивал, там чуть ли не в Конгресс их присылал, идти там еще что-нибудь вытворял. Так что я думал, и тут он, ну, настроится на такое дело. Но, видите ли, тут как бы сразу уже все признали. Так что никто там ничего, конечно, не устроит. Уже, в принципе, как бы дело ясное. И просто... Там, конечно, может быть, как по моему мнению, может быть, он бы и не выиграл, если были какие-то другие кандидаты, не из правящей партии, не такие, которые уже при власти. А то это получилось так, как вот у нас когда-то получилось. Да что ж я никак не это. У нас же, знаете, в Аргентине как получилось, у нас же как бы
выдвинула правящая власть, допустим, министра экономики нашего бывшего, того, который как бы, ну, уже, я не знаю, там Аргентина цены росли до бесконечности, все росло до бесконечности, доллар рос каждый день, соответственно, если бы они придумали какого-то нового человека, какой-нибудь там выдвинули, ну, не знаю, губернатора какой-то провинции там нашего, то, может быть, и по-другому бы выборы состоялись. То есть тут же кандидатов, посмотрите, какие были. Или Трамп, или при той власти, при которой они живут, как бы хуже они считают. Ну, американцы, да? Они считают, что хуже, как бы при этой власти они так... Лично они живут, их не карман и все. Так что, думаю, что... Если были другие какие-нибудь там, не знаю, губернатор какой-то там, который еще не знает, который еще ни в чем не замешан, то больше всего, что так бы получилось. Ну, оно что-то такое похоже, как в Аргентине. Вот в Аргентине где-то приблизительно так вот было с кандидатами, с выборами, и все в таком духе уже повторилось то же самое. Так что, ну, уже есть, что есть, и, как говорят, погоду мы изменить не можем, так само мы не можем избранных президентов менять. А они какие теперь есть, теми надо, как говорится, жить, смотреть, что будет, наблюдать за этим всем. И, в принципе, все равно в мире все происходит каждый день так дофига всего нового уже за последние 5 лет. Столько всего, чего мы думали, что такого быть не может, но оно было, и всякие пандемии, всякие войны, и всякая другая туфта, что теперь, знаете, одной штукой больше, одной меньше, как бы еще какой-то такой интересной новостью, ничего не меняет. Так что просто надо смотреть и наблюдать, что получится и как получится. Вот, привет из залива. Когда лучшее время ловли дорадо? Да сейчас начинается лучшее время ловли дорадо. Вот прямо сейчас. Только желательно, если вы правду хотите на дорадо, идите вот когда жарко. То есть приходите, вот, к примеру, вот сюда, где я сейчас сижу, парк, вот в этот, видите, он там вот рыбу ребята ловят вот за этими деревьями. И с утречка пытаетесь поймать что-нибудь, такое, белую рыбу, скажем так. По-нашему это называется бога, сабалю, еще какую-то. Которую вы потом филешку сделаете и закинете на дорадо. Или живцов ловите. А где-то с 12 часов, как вот самая такая жара наступает хорошая, вот тогда закидываете на дорадо вот эту вот филешку или там живца или еще что-нибудь, или блесны. Ну, тут блеснами нет, но там, где можно подойти. Вот в Алиосе можно подойти к воде. Блеснами прямо попробуйте. Вот, всякими погремушками там пластиковыми. Хорошее время именно сейчас. Так, все будет добре. Да, в этом никто и не сомневается. Связь превосходная, спасибочки. Добрый день, рад видеть вас в стриме. Хорошего вам дня, вам тоже, ребятки. Так, Леонид, приветствую, как милей с Трампа. Может, ведут доллар как валюту в Аргентине уже? Не, я думаю, не. Если бы кто-то намекал и хотел вводить здесь доллар как валюту, они бы уже ввели. Уже год было, ну, как бы, а что мешало ввести год назад? Дело в том, что, мне кажется, вообще это такой очень сложный вопрос, ну, ввести как бы доллар как валюту в другой стране. Хотя бы по одной простой причине, что, а как они тогда деньги печатать будут? Так-то, если не хватает, раз-раз напечатали, все есть. А если будет, они же не смогут доллары печатать в своей стране. Соответственно, вряд ли вообще какое-то правительство, которое любит, как говорят, это пошерстить по кладовкам, захочет вводить валюту другой страны в себя в стране. Так что не будет этого. Ну вот видите, рынок крипты отреагировал на это, всяких акций рынок отреагировал на это. То есть, в принципе, вырос за ночь очень хорошо. То есть так подскакивало, потому что в преддверии выборов, в преддверии Трампа все предполагали, что рынок крипты будет подскакивать. И уже почти дошел до своего максимума, потом снова начал давить вниз до вчерашнего вечера. Сегодня утром просыпаюсь, у них новые рекорды, там, блин, все идет вверх, все крутит вверх, так как Трамп, а он же и с этим, с Маском, они же как бы, ну, в своих заявлениях крипту-то поддерживают. Соответственно, народ взбодрился, даже собачья валюта, собачкина, и та подскочила. Хотя это смешная валютка, придуманная для развлекухи, но и та, он, блин, смотрите, в 2 раза за сегодняшнюю ночь почти фиганула. Не знаю, не в 2 раза, конечно, процентов на 30, наверное. Но, блин, шизанула только так. То есть все реагирует на это дело, даже еще, ого, как интересно. Так что, ребятки, тут дело такое.
Посмотрим, чем дело кончится. В каких-то вещах это будет очень даже интересно посмотреть. Так. А милее с Трампом, я думаю, Трампу будет вообще, ну как вам сказать, это Милею будет до Трампа, а Трампу до Милея будет, по-моему, поскольку у него столько забот в своей стране, ему он работать надо, у него он пенсии не хватает, ему зарплату зарабатывать надо. Он будет Америкой заниматься, а не с утра до вечера будет заниматься, что там в Аргентине, что там в других странах. Нафига оно ему вообще, честно говоря. Так, когда останется что-нибудь, тогда, да, а так, в конечном итоге. Мой сын живет в Аргентине, район Тигры. Потому что этот самый, ну, хороший район, если честно говоря. Ну, где сын живет, Тигры. Если он работает удаленка и получает денежки, то там хороший, спокойный район. Он куча воды, река, другие реки, острова. Там прекрасно, я бы в Тиграх жил бы. Привет, так, у вас лето, у нас вчера осень, а сегодня зима. Ого, снегу намело, до сих пор метель, слышно, видно хорошо, интернет не лагаем, слушаем с интересом. А у нас, я же говорю, смотрите, в шортах, босиком, я пришел в шлепанцах, но шлепанцы снял в парке, зачем? Можно всегда походить, куча муравьев, все цветет. Вот тут сзади за мной столько детей, вообще сейчас я еле нашел себе такое местечко подальше от всех, чтобы, ну, как бы не бегали перед носом. Это считается детский парк, их сюда здоровыми автобусами школьными привозят, особенно младшие классы, и они здесь и со своими учителями, и детские садики, и младшие классы школьников, все здесь. Их сразу на свежий воздух, и даже я видел, некоторые проводят там типа занятия на свежем воздухе, а детский сад играет, игры им устроили, они там под деревьями скачут, там вот все забито вот в ту сторону. Он даже, наверное, вы и увидите, видите, он куда-то, вот туда. Он в белых халатиках, у нас же школьники в белых халатиках, да и слышно их там шум школьников. Полно, весь парк забит. Так, я пам'ятаю ваше давнее видео про сухую колбасу домашнего приготовления. Готовите еще? Не, сейчас прямо в данный момент не готовлю, некогда, но сало готовлю. Вот как раз вчера начал свежую, как говорят, посол пробовать. Уже четвертинку испробовал за вчера и сегодня из того, что купил. То есть был в китайском районе недавно и забацал. Снова купил себе там это самое. Ну, тут это называется, когда сало, когда подчеревина, как это называется, вот тут такая прослойками мясо такое. Но все равно, если его хорошо засолить, получается превосходно. С огурчиком или с помидорчиком, так что это еще делаю. Сухую колбасу накупил был этой оболочки, до сих пор есть вот эта искусственная оболочка, в которой сушить, но просто возня, ну вот как бы... То для рецепта, для прикола было интересно сделать, но сидеть и все время с ней возиться, как бы времени нет на это. Хотя она делается просто и, конечно, будет гораздо вкуснее и дешевле, чем магазинная. Сегодня, кстати, был в магазине в Карифуре, где мы всегда снимаем, ездим, со Светой ездили. И обратил внимание, сколько стоит сейчас вот такая сухая колбаса. Сейчас стоит 25 тысяч за килограмм, 25 тысяч песо. Ну так, чтобы по-простому, сейчас где-то 1115 долларов даже на руках. Так что будем брать за 1000 песо доллар, 25 тысяч, 25 долларов килограмм. Теперь, если делать самому, хорошее мясо в супермаркете Кото, не каждый день есть, но в принципе в последнее время, что я видел, мы брали на шашлык с Сашей, вот ездили, и когда на океан, то покупали на шашлык, стоит по-моему, 2800, если я не ошибаюсь, то есть 3000 килограмм стоит задняя нога, ляжка. Вот, разница есть, 3000 килограмм покупаете мясо, свиное ляжку, бацаете из нее колбасу, грубо выражаясь, по 3000 килограмм, когда высохла 5-10, получаете, которая в магазине по 25 тысяч килограмм. То есть, кто хочет по экономике поиграться с этим, то, конечно, ну, как бы смысл есть. Или просто человек сидит, ему делать нечего, он может, хочет поделать такую колбаску. То можно. То есть, еще подъем существует. Из 3, да, до 25.
Здесь, кстати, многие из новоприехавших занимаются такими делами, как делают там всякие, ну, то, что в магазине в Аргентине нет, а новых приехавших много. Они привыкли еще до своей какой-то еды определенной, которую в Аргентине не найти. И вот они делают, и потом по телеграм-каналам, всяким своим группам все это продают с доставкой по Буэнос-Айресу, так как приезжих несколько десятков тысяч, ну, как бы, русских новых. Соответственно, спрос на это дело есть. Они делают там и колбасы, и балыки, и рыбу, там, и копченую, и всякую икру, там начинают креветки, фигетки, в общем, там пельмени, холодцы, там зефиры всевозможные. Я так периодически посмотрю на их объявления, то да, то есть, как бы, то, что эти новоприехавшие люди еще не отвыкли, ищут, а Аргентина такого не производит. Слышите, сколько птиц? Чтоб попугаи ничего стоят, и еще какие тут надо мной орут все время. Так. Доллар ни в одной стране сейчас как национальная валюта, потому это реально. Ну да, реальность есть. Я говорю, что желают ли или нет, потому что как потом деньги выпускать свои. А реально, конечно, могут сделать. Сделать могут, говорю. Так. Добрый день. Вышла статистика рождаемости по Аргентине с 2014 года. По ее данным упала на 35%. Что сам думаешь про эти цифры? Бьются ли тебя эти цифры, смотря на знакомых и друзей? Ну, в принципе, раньше было такое, как бы все считали, что Аргентина страна многодетная. То есть Аргентина страна многодетная в плане того, что семьи не по одному, два ребенка, основной массе, ну, детей много. И много было пособий и всего такого на их содержание. То есть они небольшие, эти пособия, не скажешь, что они там станут миллионерами, купят дом, но да, давалось на все это дело. Теперь же, как говорят, все ну, как вам сказать, экономика хреновая, и прежде чем рожать детей и все такое, люди думают, как они их будут содержать. Плюс, смотря по знакомым вокруг себя, молодежь сейчас как бы долго и нудно встречается, но не женятся и семьи не заводят. Тут сейчас, в данный момент, если ты видишь в Буэнос-Айресе с маленьким ребенком или беременную, как правило, это больше всего, что это русские. А сегодня буквально, это можете считать шуткой или нет, мы подъехали до этого самого, до супермаркета, и выходила из машины беременная, я говорю, что русские на машине приехали за этим, потом думаю, тьфу ты, я говорю, да вы уже чокнулись, все время думаю, что это только русские беременные, кажу, аргентинцы, что же бывает беременными. Так что да, рождаемость, конечно, уменьшилась, но зато у нас приток иммигрантов увеличился. Так что выкрутимся как-нибудь. Народ теперь, ну, как бы, надо подумать, прежде чем просто, извиняюсь, Жене, рождаемость поднимать. Ну, не кролики ж какие-то. То есть, если обстановка такая, что они не могут жить сами, найти работу, обеспечивать сами себя молодежь, они, соответственно, не сходятся жить вместе и не начинают плодить детей просто потому, что, блин, я же говорю, не кролики ж какие-то. Так что, да, трошки упало, ну, что теперь. Но зато это страна иммигрантов, подвезут иммигранты, нарожают нам ничего. Все будет окей, не переживайте. Так, эфир классный. Так, это, я так думаю, просто эти самые. Делать ли в Аргентине шашлыки из рыбы, селедки, из скумбрики? Соленой здесь нет. Нет, селедка, скумбрия, соленая здесь нет. Делать в Аргентине шашлыки из рыбы, думаю, не делают. Может, где-то в каком-то ресторанчике, там, если вы сильно закажете. Тут вообще, в принципе, шашлык, как бы так, но он не очень-то популярный. Мало кто даже вообще о нем знает. Может, в каких-то ресторанах и есть. Как правило, это просто нанизывают кусочки чего-то на палочку деревянную. То есть таких, знаете, вот как у нас дома привыкли, таких шампуров, там, мангалов для шашлыков. Такого здесь я и не видел, то надо где-то заказывать. Я, к примеру, заказывал, мне привозили, кто ехал в Аргентину, я просил, мне привезли. А так здесь я ни у кого и не видел больше.
продаются палочки, на которые можно, что попало, нанизать и чуть-чуть обжарить там над грилем, над ихним. В основном в Аргентине не принят шашлык. В Аргентине принято взять кусок мяса и бросить на гриль. Вот что принято в Аргентине. И чем больше кусок и чем больше гриль, это тем лучше. Все, то есть там они, как правило, не маринуют там это мясо, ничего с ним особо не делают прежде, а просто достали, привезли, на решетку чистую там почистили, разогрели, раскалили решетку, бросили, а уже потом, когда она там уже начинает запекаться, начинает посыпать там какими-то сухими приправами, травами, там солью и все такое. То есть национальные блюда — это мясо натуральное. Мясо натуральное, бросенное на мангал. Это то, что именно в Аргентине принято. Никакие рыба вообще не считается аргентинской едой. То есть ее, конечно, едят, и то не в многих местах рыбу едят. Едят, спору нет. И у нас тут рыбаки берут, особенно те, кто не сильно имеет там доход, пойти купить там какую-то морскую, они берут из реки, и там, и сям. Но это не есть так массово, не есть. Особенно в городе это вообще не массовое, как говорят. Блин, надо было стульчик какой-то взять. Ну ладно. Сейчас мы чуть-чуть вот так локацию сбацаем, чтобы я что-то видел, прочитать, а вы видели вот что-то тут другую локацию. А мне так удобнее будет сесть. Чтобы я тут расстелил себе покрывало просто у парке. Пришел, бросил покрывало, которое у меня в машине специально для парка. Разулся, сел себе в шортиках и сижу, балдею. Сегодня в спортзал не ходил, вчера натаскался штангу, так что сегодня отдых. Сегодня утром рванул со спиннингами, но не получилось. Рванем, значит, в следующий раз. Такс. Так что нет, не делает в основном тут шашлык. А селедка или скумбрия? Селедки я вообще здесь не видел. А скумбрия, да, мы берем скумбрия в китайском районе. Кто хочет, идите, покупайте. Называется кабажа. Сейчас, кстати, до Нового года будет такая свеженькая кабажа, не перемороженная, старая, именно свеженькая. После Нового года, не знаю почему, она начнет пропадать и начнет снова такая замороженная приходить. Так что берите. Мы буквально несколько дней назад взяли, присолили. Вот вчера кушали, сегодня делаем из нее такую, как мы говорим, мы называем это селедку. Но это имеется в виду не сельдь, рыба, а это имеется в виду блюдо, то есть соленая такая скумбрия, соленая, что ли. Ой, опять детский сад сейчас будет мимо нас бежать с вами. А вы заодно посмотрите, как детский сад в Аргентине балдеет. Смотрите, я камеру переключу, пока буду рассказывать. Сейчас они будут тут пробегать. Всегда на детский сад куча преподавателей. Вон детский сад чешет. По парку гуляет. Тут не так, что 2-3 преподавателя. Тут есть, я не знаю полностью нормы, но тут есть определенная норма. Допустим, там 7 или 10 детей, обязательно один взрослый должен быть. И если их там 30, значит, их там куча взрослых. Вот. По парку несутся. И вот каждый день их сюда привозят. Сейчас весна, тепло, и чем сидеть, как говорят, в закрытых помещениях, их приводят в детский парк. И тут этих групп, наверное, где-то с десяток точно групп будет детский сад, там школьников младших классов. Он гуляет, все, в тенек их усаживают, вот под деревья, чтобы не жарились. Потому что сейчас можно зажариться. Вот мне тут только что перед стримом писал товарищ, ездил на рыбалку из наших, приехал, спрашивает, как палатка называется, купить для рыбалки. Говорит, приехали такие сгоревшие, как раки, все. Так что, вот видите, вот такие группы тут и полностью у нас ходят. Так, что еще тут у нас спрашивают? Привет, какая у вас красная рыба продается, где можно купить? Все в китайском районе, называется сальмон. Сальмон росадо. Есть сальмон бланко, есть сальмон росадо. Сальмон бланко, белый сальмон, ловится в океане. Здоровенный, больше, морда здоровая, больше, чем этот. И сальмон росадо, это вот типа красная рыба. Это в основном ловится туда, в горах, около между Чили и Аргентиной. В основном ловится там.
Цена сейчас, по-моему, 17 тысяч за килограмм. 17 долларов за килограмм. Если будете брать целую рыбину, тогда 17. Если будете брать по килограмму, то, по-моему, около 35 тысяч за килограмм. 35 долларов за килограмм. Вот. Тоже смотрели, когда цены актуальные, потому что были где-то 2 дня назад. 3 дня назад были в китайском районе. Как раз смотрел, сколько стоит сальмон. Это красная рыба. Китайский район находится в Бельграно. Можете написать Баррио Чино в гугле и увидите, где он находится. Езжайте туда, там где-то около 3 большущих супермаркетов, которые продают рыбу, и красную, и форель, и все остальное. Так, толпа веселится, толпа бегает. Видите? Опа, детский сад погнал. Взрослые сзади, куча идет за этими самыми воспитателями, и они убежали все. Свистят им свистки, блин. Вот. Леонид, какая страна из Латинской Америки самая развитая? Все-таки ближе там к ним. Вы все-таки ближе там к ним. Смотря в чем вы имеете в виду самая развитая. Самая развитая в чем? В туризме, можно сказать, Бразилия. Самая развитая, скучная, но промышленная и больше заработок, ну, Чили. Самая веселая для жизни, ну, Аргентина. Так что вот вам и самая развитая. Что значит самая развитая? Это раз. Второе, если даже страна развитая, не значит, что кто-то из новоприехавших будет так же сильно там развит. Это все будет зависеть от него, чем он будет заниматься и, как говорят, что он будет делать, а не то, какая страна. Знаете, и в Африке есть кто-то круто живет, а кто-то, блин, под забором валяется. И в Америке также есть. Кто-то под забором валяется, а кто-то, блин, круто зарабатывает. Так что без разницы, какая страна. Разница не в стране, разница в том, что вы там делаете и как будете жить. Так, пока вы там... Блин, этот детский сад вообще, блин, такое творит тут, блин. Прибежали, куча какая. Так, ладно, о чем мы тут? И еще... Какая у вас красная рыба продает, где ее купить, это же мы рассказывали. Красная рыба дороже, чем в России. Бред. Не бред, почему дороже, чем в России? А что вы считаете? Что ничего не может быть дороже, чем в России? У нас много чего дороже, чем в России. Добрый день всем, Леонид. Есть такая потрясающая деревенька на побережье Карильо. Вам приходилось там бывать? Да, приходилось. Был последний раз 2 недели назад. Да, потрясающая. Это не деревенька, это такой маленький городок. Ну, мы так называем. Ну, можно назвать деревенькой. Просто в наших понятиях, знаете, деревенька это там, где там, не знаю, там что-нибудь сажают, там огороды какие-то, еще что-то. Карильо это такой городок на побережье с красивыми домиками, сделан, ну, богатенький такой. И отдыхающие туда такие же приезжают. И жить. Но и не только один он, Карильо. Там таких рядышком очень много. Деревенек, как вы называется у нас в Аргентине, таких деревенек, в принципе, хватает. Вот. Да, вот мы как раз были в Карильо буквально 2 недели назад. Так что там хорошие, и цены там хорошие на земли, и все остальное. Так что у кого есть за участок пустой заплатить 100 тысяч долларов, а потом начинать там строиться, так, пожалуйста, Карильо вас ждет. Реально русскоязычных приехало около 10 тысяч. Или вы округлили хорошо? Нет, ничего не округлял. Это сколько пишут в газетах, столько я и сказал. А сам я их не ходил и не считал, мне даже интереса нет. Если вы реально ходили и их считали 10 тысяч, ну то хорошо, я с вами согласен. Спорить не буду. Спорить не буду, но как где-то читал в аргентинской прессе, что было около 30 тысяч. Может, кто уехал. Ну, я правда, я их не хожу, не считаю. Спору нет. Мне это просто услышал, сказал, но не того, что меня, в принципе, этот вопрос вообще как-то даже не интересует. Приехали люди, дай приехали, живут, дай живут. Купи себе так.
Ник, если ты будешь думать, что ты будешь, тут этот самый рекламкой гоняться, то ты ошибаешься. Просто хватит, написал 2-3 раза, достаточно. Так, аргентинцы, если попробуют копченую рыбу или другое блюдо, они будут покупать ее. В Аргентине люди не знают, что это такое есть. Нет, не будут покупать. Если попробуют эту рыбу, они покупать не будут ее. И не потому, что люди не знают, что такое есть. Люди это не едят. Я замечаю многие, и это, кстати, большая ошибка, у многих приехавших, они пытаются построить свой бизнес на своих домашних привычках. То есть они думают, что если у них дома это шло и это покупалось, это значит, тут аргентинцы такие тупые, что если им показать, они сразу все кинут и начнут это покупать. А потом прошибается, когда и в ожидании все время, а когда это купят, а потому что оно никому не надо. То, что ты думаешь, что у вас дома шло, это не значит, что оно здесь кому-то надо. Здесь другой менталитет, здесь другие люди, здесь другие вкусы, другие привычки. Если, к примеру, мы не едим жаб, и если нам этих жаб, французских, кто-то покажет, мы что, начнем их покупать и жрать этих жаб в Аргентине? Нет. Ну так же и с рыбой. Для них это вещь, которая гадость, скажем честно, понимаете? Для основной массы населения городского это гадость. И никто эту гадость жрать не будет. И вы, ее хоть закоптите, хоть вы ее засолите, это еще хуже, если будете показывать, что там эта гадость еще солью посыпана и сырая. Вот в чем прибамбас Аргентины, а не в том, что они, не умеют солить или что. Вы думаете, что тут сальмон копченый не продается? Продается. Красная рыба копченая в вакуумной упаковке, вот такими пластинками, потому что, во-первых, дорогая, потому что никто ее не берет. Вот. И никому она не надо, а не потому, что аргентинцы не знают копченую рыбу. А если мы закоптим, то они прямо там пальчики оближут и начнут эту гадость есть. Нет, конечно, не будут они этого есть. Так что можете на этом не строить бизнес. Если хотите построить, то только между своими, потому что, кто привык к этому, тот и будет. Вот простой пример. Я же говорю, если вы не едите змеюк, если не едите, как корейцы, собак, это не значит, что если тут закоптить собаку, то кто-то ее будет есть, потому что в Корее ее, едят. Это ее едят в Корее, а здесь ее есть не будут. Так само происходит вопросы с рыбой. Рыбу здесь основная масса. Я не беру некоторые там поселки, живущие бедно, и у них там река рядом, и они там эту рыбу, на Парижу кидают на мангал, тоже есть такое. Берут ту самую сабаль, дорадо на мангал, запекли, поели, поклевали. Но, во-первых, это не основная еда, все-таки они предпочитают на мангал кинуть мясо, а не рыбу. Так что, по бедности бывает бросят и рыбу. Но основная масса рыбу не ест. Вообще просто не ест, понимаете? Это как не едят собак, как не едят жаб, как не едят, змей. А то, что в Китае тараканов кто-то ест, и если их закоптить, это не значит, что аргентинцы начнут есть тараканов, копченых, потому что их едят в Китае. Так и здесь. То, что у вас едят дома, там, в Украине, в России или в Белоруссии, это не значит, что если вы покажете аргентинцу, то он тоже эту херню будет жрать. Не будет. Вот на этом бизнес умно и горит. Не буду тыкать пальцами, но сейчас даже наблюдаю за парочкой человек, которые пытаются строить бизнес на том, что они видели дома. А теперь, уже несколько месяцев оно не идет. И им попытался сказать, это не пойдет. Но они, как говорят, имеют свое мнение. Они его оттуда привезли, это мнение, они считают, что не. Как говорят, если мы им, втолкуем, то они начнут. Это типа как знаете, крестьянство привезли, которые будут тут крестить всех, А они католики, вот в чем прикол. Так что, как говорят, со своим уставом чужой монастырь. Если вам нравится копченая рыба, да хоть сухая, да хоть копченая, да хоть соленая, ешьте сами, только никому, не показывайте. Из аргентинцев. Вот. Не вдолбете вы эту филовину здесь. Да и честно сказать, со временем, я живу здесь почти 30 лет. Со временем вкусы настолько меняются, что и я ее уже особо-то, поласывать можно взять там какую-то копченую рыбку. Но когда-то, много лет назад, я и сам и на балконе коптил, там, и на все праздники сюда едем, там, в нашей компании имеется в виду, русскоязычной.
везли эту копченую скумбрию, там и везде ласовали, пятое. А сейчас думает, да блин, с ней возиться, коптить, да нахрен надо. Съели солененькое раз сколько-то, раз несколько месяцев, блин, ты ее съел, там что-то солененькое и все. И не хочется ее больше. Я уже рассказывал когда-то эту историю про селедку. Я когда-то лет 20, наверное, назад ездил в Украину. И вот перед тем, как туда ехать, на 3 недели я туда ездил, и меня родственники там и знакомые спрашивали, ну вот ты ж приедешь, я же сказал, что я там приеду такого-то числа, хотел бы повидаться. А и что бы ты хотел, вот, типа, ну, на стол, там что-то там такое, соскучился за домашней едой. И я вот там рассказывал всем, говорю, селедки хочу, селедки хочу, селедки хочу. И, блин, приехал. И потому что и правда, вот пока жил здесь, мне как бы не хватало селедки. Приехал, пошли мы на застолье, там, друзьям, кучей друзей собралось, все, я ж с Аргентины вернулся, ну, не вернулся, а приехал в гости рассказать, как за что. Сели, смотрю, там полстола этой селедки, блин, такой, с икрой, без икры, икра соленая, там селедка. Попробовал 2 кусочка, блин, какая-то гадость, блин, честное слово. Смотрю, сижу, мне так неудобно, думаю, блин, тут полстола селедки, а я ее, блин, не хочу нифига. Попробовал и не хочу этой селедки. Они мне там, что ж ты не ешь, ты же сказал, что ты селедки хочешь. А мне, блин, ее не хочется, прикидываете. То есть в голове оно там осталось, что ты типа, блин, когда-то ел, и тебе это так хочется. А на самом деле твой организм от этого отвык. Так само здесь было. Как-то меня все время... Ой, говорю, я зефир люблю. Проходим, а тут было, ну, наверное, сейчас есть в нашем районе, там, в общем, тоже наши одни знакомые держат еду русскую, продают, все такое. И смотрим, и у них на витрине там зефир лежит. Это говорит, да купи ты себе этот зефир, там, блин, попробуй ты его. В общем, купил я эти 3 зефирины, попробовал я их есть. Эти жмяканные, как говорят, это, как желешки какие-то. Ну, в общем... В конечном итоге я не помню, как я смог одолеть эти 2 зефирины. После того я ни разу не покупал больше этот зефир. Я понял, что это как и та селедка. Он тебе и нафиг не нужен. Уже тот зефир, та вот еда. То есть, когда ты поживешь здесь определенное время, хотя бы лет 10, ты поймешь, что это все об этих вот копченостям, соленостям, там, блин, вот этим вот, все, что дома когда-то было, у тебя остались воспоминания в башке, но реально, когда ты ее начнешь пробовать, ты скажешь, блин, нахрен оно надо. Есть нормальный продукт, пошел, взял кусок мяса свежего, бросил, блин, на мангал, салата взял, блин, нарезал со свежих овощей, все, поел, нормально, нахрен тебе это все, переработка это, блин. Так что, ребят, это еще тоже такое, знаете, много чего из того, что нам кажется, что мы его хотим, это всего лишь навсего в нашей башке осталось, что мы его хотим. Когда начнешь потом его пробовать, брать, и тебе, оказывается, его и не хочется-то нифига. Вот вам простые примеры. Вот. Так что знают они, что это такое, но есть не ему. Ага. Los loros están hartos. Sí. Леонид, вы про борщ с салом и луком не забыли? Забыл. И честно скажу, борщ, да еще с салом, я, блин, не ел бы. Вот чё, ну вот это там жарить на сале. Есть, ну еще кусочек сала, просто там с огурчиком, я бы, ну как бы и сейчас ем. И вот сегодня даже утром, я же только приготовил вчера, сегодня утром перед тем, как ехать сюда, тоже взял и сделал. Так, я вам наш детский садик сейчас снова включу, он будет мимо камеры как раз проваливать, мимо меня или на меня. Вот, ну вот это, знаете, пожаренный на сале там. А у вас это печень не остановится, вот столько на сале и на жире и на всем таком. Так что народ пробегает весь тут, смотрите. Так, Оля! Так, все здороваются. Оля, Оля. О, все спрашивают, куда видео идут, детки. Так что, видите, вот. А это сзади воспитателей колхоз. Я же говорил, что тут на сколько-то определенное количество детей надо, чтобы был один воспитатель. Так как много детей, потому колхоз воспитателей должен быть обязательно. Без колхоза никак не обойтись. Так.
Так что не, я, честно говоря, не буду борщ с этим самым. На сале. Видел вчера статью на Инфобае про бум ипотечного кредитования. Неужели правда? Бум ипотечного кредитования, не слышал об этом. Может и правда, я по таких бумах не слышал и не видел, что тут кто-то, побежал в ипотеку брать. А чем отдавать? Не написала Инфобая? Бум, чем отдавать собирается? Так, ну да, мы тоже своих детей в Аргентину привезли, будем здесь спокойно растить. Ну и слава богу, правильно сделали. Вот. Потому что это все, знаете, честно говоря, я думаю, что здесь пока что на данный момент это одна из самых таких нормальных, спокойных стран. Понятно, экономические вопросы надо решать всем, но не надеяться ни на кого. Но одна из самых спокойных стран, где еще люди нормальные, где еще, как говорят, погода нормальная, где люди остались людьми, а не ушлепками, которые орут только за то, что правительство скажет, а еще имеет какое-то свое человеческое отношение друг к другу, независимо от национальности и все остальное. Так что и здесь есть хоть какое-то будущее у этих людей. Потому что полмира это уже просто какие-то, смотришь, ушлепки, Так что, ребятки, кто в Аргентину приехал, тот правильно поступил. Так, спасибо за канал и как ее ведешь, пожалуйста. Есть блюдо, которые аргентинцы, любая в большой своей массе, а вам оно не нравится. Так, есть блюдо, которое аргентинцы, любая в большой своей массе. Какое? Какое блюдо мне не нравится? Что, на сале что-то едят аргентинцы в большой своей массе? А, это меня, наверное, спрашивает. Леонид, если блюдо аргентинское, а вам оно не нравится? Не, я пока такого блюда не видел. Может быть, и то я бы не сказал бы. Есть такое блюдо одно. Ну, я бы не сказал бы, что оно мне прямо не нравится. Но я как бы и так это, съесть могу, но не сильно как бы. Во-первых, чинчулин. Чинчулин это такая кишка, которую они готовят на мангале. И прямо эта кишка, и в серединке там она кое-что имеет. Имеет какую-то жидкость такую, желтоватую там. Вот это чинчулин, белая такая кишка. Я как-то пару раз пробовал, когда она сильно уже зажарена, такая, чтобы аж хрускала. Но мне она не очень нравится, эти чинчулины, скажу честно. То есть, если их можно не хавать, то я бы их не хаваю. Вот. А аргентинцы очень любят чинчулин, когда делают парижаду. Парижада это типа набор всяких мясных штучек, они делают на мангале. То есть кидают не только мясо, а кидают мясо, кидают колбаски всякие, которые там же жарятся. Чинчулины вот эти. И еще почки, да, типа почки. И вот почки. И вот это вот почки я, по-моему, один раз чуть-чуть маленький кусочек отрезал. Как-то вот тоже они мне не заходят нифига. А вот аргентинцам оно нравится. То есть вот эти вот субпродукты такие они тоже кидают вот туда, вот на Париж, на мангал. Мясо их я любое люблю. С салатом вот это вообще прелесть. Особенно если это васио, мясо такое трошки жирное, которое вздувается. С такой пленочкой. Я его даже больше люблю, чем асадо, такое более сухое мясо. А вот которые рядом на многих ведь таких, знаете, посиделках, аргентинцы делают парижаду, где много всего накладывают. И там же вот будут и вот эти почки, и они их там и лимоном, и тем, и всем приделают. Все равно я как-то вот не могу с этих почек, нифига они мне не заходят. И чинчулины, вот эти вот белые кишки тоже вот не заходят они мне. Хотя аргентинцы их спокойно полюбляют, и все, и очень в магазинах, и в супермаркетах это все продается. Можно их взять там, вот, и положить на Париж. И аргентинцы их берут и ложат, и им очень нравится. Так что вот есть, да, есть такое. Так, 95% рыбы в Аргентине идут на экспорт, как 95 продуктов. В Аргентине колониализм обычный. Не знаю, вам виднее, конечно, Я-то откуда тут знать должен? Такие дела. Колониализм, значит колониализм. Вот.
Я тут слышал про одну газовую страну, в которой газа нет, знаете, у населения. Так что там, наверное, тоже колониализм обычный. Зато она продает всему миру газ. Вот. Так, в Аргентине классно, что клещей нет. Насчет клещей точно не знаю, но в основной массе я бы сказал, что нет. Лично я с ними никогда не встречался и особо не слышал от своих знакомых. Ну, наверное, в газетах можно найти кого-то, кого, наверное, какой-то клещ укусил. Я бы сказал, что больше всего, что, наверное, где-то они все-таки есть. Но так прямо вот сколько я тут в Аргентине был, сколько ходили вот в лесах там за грибами, затем, вот в этих парках вот валяемся с утра до вечера, то, ну, не с утра до вечера, понятно, и работать надо, то я бы как бы никогда не видел тут клеща или не слышал от своих ближних знакомых. Но, наверное, где-то в газетах, может, можно прочитать, что где-то кого-то и укусило. Так, якщо лайків треба, то ще скажіть. Ну, звісно, треба. Я просто забуваюсь. Микола, будь ласка, нароби мені лайків. Ілі як це, сподобайків? Сподобайків, ілі вподобайків. Я правильно не знаю. Чи вподобайків, чи сподобайків. Блін, попугаи задолбали сверху. Так, сколько у вас сейчас время? Ровно 13:52. Вот, 13:52, вот мне тут телефон показывает на стриме. Сейчас время. Вот, 13:31, видно, раньше меня написали. Леонид, знаете какие-нибудь места в городе, где можно шелковицу поесть с дерева? Знаю, в принципе, но тут везде, как бы это же город, знаете, везде есть трохи пилюки, трохи машины ездят. Так что мы раньше ходили, собирали шелковицы в некоторые года, когда только приехали. И сейчас в некоторых местах еще они есть. Ну, где прямо конкретно, вот смотрите. Но там место такое, там машины, пилюка, и оно растет, шелковица. Вот я еду, когда здесь парк, после Ривера поворачиваю к парку, и там на повороте большая шелковица. Здесь, в этом парке, не помню, думаю, нет. Потом парк 3 де Февреро, по-моему, при входе шелковица росте. Вот там, где озеро, туда, кстати, очень многие из приехавших ходят, туда, где озеро такое, где утки плавают и все. Вот там шелковицы есть. Потом, по-моему, есть Бельграно-Эре. Да, по-моему, Бельграно-Эре. Станция называется Трена. Там рядом парчик такой, прямо где вот останавливается этот самый. Это в сторону Колехиалеса. Вот, от Бельграно до Колехиалеса, там, где остановка поезда, вот пригород него, Бельграно-Эре, по-моему, это называется. Вот там парчик рядом с остановкой. И вот там, по-моему, этих шелковиц мы ходили и драли когда-то, эти шелковицы прямо там. То есть их тут, в принципе, полно. В основном их схавают птицы, эти шелковицы. Но надрать можно. Я тут как-то мой сын тоже говорит, поеду, говорит, где-нибудь на велику, говорит, найду шелковиц, насобираю. То есть их полно, этих шелковиц. Так, что еще люди спрашивают? Так, а зефира у вас там нет, что ли? Ну, я вот видел только в этом магазинчике, который, я говорил, русские там мои знакомые, они тоже приехали лет 30 назад, мы еще когда-то, и у них есть свой такой, как бы этот, ну, где они готовят еду, и там и аргентинскую, и русскую, и на вынос, и то, и все, и там я зефир у них покупал. А так нет, я не видел здесь, просто так зефира пришел, зефира купил. Какая профессия популярна в Аргентине? Ну, как вам сказать, основном медики популярны в Аргентине, адвокаты хорошо в Аргентине, как говорят, пользуются успехом, потому что тут чуть что, сразу все со всеми судятся, пользуются успехом всякие типа бухгалтера, потому что каждому надо, все хотят вести какой-то бизнес, не все знают правильно, как посчитать налоги и все. Я слышал когда-то, что пользуется действительно успехом, потому что то, что я назвал, тут все стараются, ну, это сделать. Психолог, бухгалтер, так сказать, этот самый, какой-нибудь медик там или адвокат. Это, ну, популярные, но на всех, их и много. Не скажешь, что их тут не хватает.
А тех, кого не хватает, и которые пользуются популярностью, то есть можете поступить, по-моему, там даже конкурса не найдете, если хотите учиться. Это типа наподобие кораблестроения. Вот туда поступайте, вот это действительно пользуется, никто не хочет идти и просто, где-то строить корабли. Вот такие вещи пользуются популярностью. А остальных их много. То есть они пользуются популярностью, но их и много. Это не то, что не занятая ячейка. Опять же, на них надо переучиваться. Ты со своими знаниями бухгалтера не приедешь и в Аргентине будешь никто. Во-первых, потому что работать бухгалтером надо иметь лицензию, что ты здесь закончил, и тебе выдали лицензию на работу бухгалтером. Иначе ты будешь просто разводиловым заниматься. Типа я знаю, я знаю, как вести бухгалтерию, но я не могу быть бухгалтером. Хотя я сам себе ее веду, эту бухгалтерию, и неплохо много лет вел всем. То есть долгов перед этими налогами не было. Так что, это не значит, что я могу работать бухгалтером. Если я кому-то буду рассказывать о тебе бухгалтерию, буду вести, то это будет просто наколка, честно говоря. Так же, как и врач, который там приехал, здесь, если он принимает и 5-е, и 10-е, это тоже разводил его. Хоть он и врач, но ему надо, для того, чтобы нормально работать, ему надо пойти там, сдавать экзамены на врача здесь, в Аргентине, подтвердить свою, как говорят, профессию, а потом получить лицензию на работу в Аргентине врачом. Тогда он будет считаться врачом. А так, это, знаете, Вася, который, я тебя по дружбе посмотрю. Посмотри. Вот, так что всякое такое, особенно если это связано со здоровьем, там, с финансами, это, знаете, вещи еще Так же, как адвокаты. Ты дома, может быть, и крутой адвокат, а здесь ты никто, потому что тут свои законы, тут свои правила, тут свои термины, тут, адвокатские термины такие, что тут, живя долго и нудно, тебе как скажут какой-то адвокатский термин, ты нифига понять не можешь, ни что это за слово, никого оно обозначает. У них там своя такая специфика. Так что профессии, вот вам и профессии простые. А так, чтобы прямо тут востребовано надо было что-нибудь такое, что вот кого-то не хватает, не знаю, кого тут вообще не хватает. Тут своих безработных 50% в стране бегают, не знаю, чем заняться. Кто тут востребован? Так они хоть язык знают, они тут выросли, они, как говорят, знают, о чем речь. Так что вряд ли. Не скажешь, что тут, не хватает каменщиков, я приеду, я хороший каменщик, пойду буду работать. Другой вопрос, я же так понимаю, что это спрашивают для того, чтобы знать, если поеду, то кем работать буду. Тут, если кто в эту тему спрашивает именно с таким намеком, то тут надо думать о том, что я поеду, чем я буду там заниматься, но ты должен сам себе придумать, чем ты должен тут заниматься будешь и как ты с этого будешь деньги получать. А если ты думаешь, что ты приедешь, найдешь работодателя, работу, и он будет тебе платить зарплату, а ты просто будешь ходить там, ручку какую-то дергать или станок крутить, то вряд ли. Это очень, очень мало вероятность. То есть, наверное, где-то возможно, но вероятность очень маленькая. Вот. Это все равно, что на стройке с аргентинцами конкурировать. Тут своих строителей сколько безработных, что куда им нафиг еще кого-то брать на эту стройку. Так что нет, таких прямо, я говорю, кораблестроение, вот, пожалуйста, это я точно там слышал, что там вот не хватает народу кораблестроения в их поступать на учебу. Или строить корабли идти. Он в доке. Так, Леонид, ты в США был? Не был и не тянет. Как-то, вот вообще не тянет в США меня. Сколько денег нужно на строительство дома? Смотри, а какой дом будете строить? Сколько денег нужно? Вопрос какой-то, растянутый очень. Есть домики, контейнер купили за несколько тысяч долларов, поставили на участок, на столбики. Да вот вам и домик, многие так и делают. Контейнер, купили, потом сваркой вырезали, там окошки туда вставили, да вот вам и домик. А есть дворцы строят, так что откуда я знаю, сколько тут нужно. Это все равно как участок. Где-то участок можно и за 3500 долларов купить, а где-то участок 100 тысяч долларов стоит. Вот сколько надо, чтобы купить участок. Я один раз видел, участки продавались около моря за одним селом, как сказать, там в поле. Они стоили где-то, по-моему, то ли 3,5, то ли 5 тысяч долларов. Прямо на берегу океана, там за 100 метров от прибойной волны. Вот.
Ну, там ни газа, ни света, и ближайший поселок надо на горизонте увидеть, или такое, знаете, как бы. А есть вот как Карелё, $100 000 стоит участочек. Так и домики. Есть сарайчик, а есть домик хороший. Так что не знаю. Во Франции лягушек не едят, а все говорят, что едят. Ну, вот так само я про это и рассказываю. Просто там же говорят, как бы эти вот лягушки. Но я понимаю, это как во Франции лягушки едят, это как в Аргентине танго танцуют. Танцуют для туристов в некоторых местах. А так, ну, во всем мире создается впечатление, что тут все аргентинцы, им делать нехер, бегают, танго танцуют с утра до вечера. Нет, конечно, так и лягушки во Франции. Скажите, пожалуйста, из вашего опыта наблюдений, какой эффективно учить испанский язык? Как эффективнее учить испанский язык? Самый эффективный способ учить испанский язык – это приехать в Аргентину без бабок, без денег. Возьмите $200, блин, выкиньте все ваши карточки, блин, там крипто кошельки, блин, и приедьте в Аргентину. И вы через полгода начнете, как вот эти попугаи, блин, щебетать. Первые 3 слова, которые вам пригодятся, это «баня», «dinero», «comer». Баня – это туалет, dinero – это деньги, и comer – это кушать. Вот выучите эти 3 слова, возьмите $200 в карман, приедете в Аргентину. Через полгода будете уже понимать всех и рассказывать все. Быстренько все выучите. Это самый эффективный способ. Никакие учителя вам не помогут так, как поможет жизнь без денег. Очень помогает, очень сильно. Конечно, чуть-чуть жестковато, но зато за полгода результат. А на курсы будете ходить, 3 года будете ходить, и все равно не бельме, особенно если вы потом будете в своем обществе тусоваться, да вечером в свой кабачок, свой национальный пойдете, да потом еще по интернету фильмчики на своем языке посмотрите, то так не будет. А так у вас не будет ни на интернет, ни на фига, блин, ни на кабачок, все будет круто. Это самый-самый эффективный способ. Но, правда, он такой, знаете, как... Стрёмный чуть-чуть. Не стрёмный, а этот, как его, экстремальный. Так. Смешно сравнивать лосось с собаками, змеями, тараканами. Не смешно нифига. Аргентинцы попробовали лосось копченый и были в шоке. Они не знали, что это такое. Да ладно, сказки расскажи, ага. Вот не знали, что это такое. В магазинах продается лосось копченый, блин. Аргентинцы не знали, что это такое. Тут таких аргентинцев нашел, которые не знали, что это такое. Что были в шоке. Лосось копченый можно купить, блин, в магазинах. Пойди, он запакованный, блин, это самое вытянутое. Так, стейки любят, очень любят. Лосось аргентинцы не едят, банально, что не видели его в глаза. Да, конечно, конечно. Да, конечно, бедная культура питания. Да, тут культура питания, блин, повыше, чем в любых ваших странах. Расскажите мне сказочку. Лосося в глаза не видели, конечно. В магазину в глаза не видели. Да. Какие цены за чашечку капучино? Не знаю. Я капучино вообще не пью, и тем более... за цены. Я предпочитаю кофе из кофеварки. Так, приехали косить траву. Сейчас будут за мной, блин, косить, как всегда, прямо. Вот же ж хорошо. Ладно, а я совсем этим барахлом не перетянуть. В общем, если совсем меня уже будут подкашивать, что будет не слышно, придется выключаться. Потому что перетаскивать все это барахло далеко, где я тут разлегся. В Аргентине, правда, нет сметаны и творога. Ну, прямо такой сметаны и творога нет, но есть заменители, такие, которые очень на это похожи. Творог, ну, не такой прямо домашний, но творог есть. Не знаю, как он там правильно называется. Света покупает, и частенько покупала раньше. И подобие сметаны тоже не есть. Касан-крем называется, подобие сметаны. Пускай оно чуть-чуть отличается, не так, как вам привычно, но, в принципе, есть творог и есть сметана. Чуть-чуть по-другому отличается немножко по вкусам и всем. Таджики приезжают, я не видел их. Так, когда приехали в Аргентину и почему именно туда? Приехал в Аргентину в 96-м году, в прошлом столетии. А почему именно сюда? Сюда было легче всего попасть в это время именно. Когда границы открылись, как бы, Аргентина... Ну, там всякие штаты другие, там запрашивают у тебя всяких кучу документов, кучу денег, знания языка, всего такого.
А в Аргентину ничего не надо было в то время. Можно было, как говорят, за 5 минут получить визу на год с правом продления и с правом остаться потом жить в стране. И все это дело обходилось $200. Оформлялось моментально за один день. То есть позвонил в посольство по телефону, сказал, что слышал об Аргентине, хочу посетить Аргентину. Они тебе говорят, ну, приезжай в посольство в Киев. И, говорит, привези с собой это. Оплата за визу $200, тебе надо будет там, по-моему, 2 справки. Типа, одна о том о несудимости, что ты не судим, по-моему, вторая о том, что ты не болеешь никакими крутыми заболеваниями, что ты потом, типа, не упадешь на государственные плечи с твоим лечением. Ну, типа, там, знаете, там, рак у тебя, еще что-то, а ты потом заявишь, и тебя государство должно лечить. Вот эту справку. И сказали, подпиши, что ты не будешь требовать никаких пособий от государства. То есть ты едешь и сам будешь себе искать работу и за свои, как говорят, жить. Все, вот позвонил по телефону, мне объяснили, что надо привезти. Я эти справки взял, приехал, отдал эти справки. Мне объяснили ситуацию, что виза типа на год будет с правом работы, что потом через год вы, если захотите, можете пойти продлить визу. Еще на год, если вы проживете 3 года, можете попросить постоянку, если вам понравилось. Ну, в общем, вот это вот разъяснение сделали. За это все оформление, по-моему, $200 заплатил, и мне визу шлепнули. Я вышел, пошел, купил билет на самолет. И через неделю улетел. Вот просто, честно говоря, даже перед этим не сильно знал, где-то Аргентина, находится. И все. Так что ничего такого. Блин, теперь их 4 вокруг меня будет косить. Нет, 2. 2 других дальше покосили куда-то. Вот же теперь, видите, не дают постримить. Наверное, кто-то подослал чудиков. Ничего, мы их всех в эфир загоним. Так, скажи национальную еду. Скажу национальную еду, блин, Парижа национальная еда. Мясо на мангале. И салат, вот национальная еда. Так, да, верно. Что там мясо на гриль просто бросить и салат, еще легче с земли поесть. Зачем заморачиваться? Блин, видать, умный чувак попался. Ты, если хочешь что-то похамить, так, блин, что тебе некуда деть, это самое, пойди, стань перед зеркалом и, блин, туда его, туда. Если тебе так хочется доказать что-нибудь, какую-то свою превыше всего, люди живут спокойно, нормально. А то, что кто-то считает, что он круче всех, ну вот что ж, блин, национальная, наверное, гордость национальная такая. Так, пупсы гуляют классно, это да, какие хорошенькие детки, спасибо. У нас пишут, что деятельность Милея одобряет больше половины граждан Аргентины, а от вас в основном критика. Почему? Ну, потому что то у вас пишут, вот и все, а то мы тут живем. Не знаю, может, кто и одобряет. Правительство всегда, кто при правительстве, тот и одобряет. А кто кому-то где-то подмазывает, так еще больше одобряет. Одно дело, как говорят, деятельность Милея, другое дело реальное обнищание народа. Причем тут, блин, а в газетах пишут, пускай пишут. У нас тоже много чего в газетах пишут. Так, по поводу половины мира, ушлепки, я полагаю, вы оптимист. Думаю, таких больше 90%. Спасибо. Добрый человек на хорошем слове. Ясно все с тобой. Обиженка украинская у России. Газа нет. У кого в Аргентине люди. Ай, да. Понеслось. Вот теперь я хоть понял, откуда Гижермо. А то, блин, никак не мог сообразить. Так, афроамериканцев много? Нет, немного. Есть, но немного. Если честно говоря, здесь как-то почти незаметно. Так что нет. По сравнению там с Европой или еще другими странами, то нет. Так, у нас 17:53. Ну, это раньше было, когда мы обсуждали. Я бы хотел на вечеринке на кораблестроении. Так. На вечернее кораблестроение, а то у себя на родине не успел. Ну, так вот, правильно. Я тоже считаю, что такое надо. Что-то тогда это и полезно, и перспективно, и то, что действительно все бегут, сейчас адвокаты там и все остальное.
Вот такое что-то, машиностроение, кораблестроение. Нормальная специальность, хорошая, стабильная, всегда нужна, но не такая заметная, как психологи, там, адвокаты. Так, афроамериканцев нет такой национальности. Ну, мы же понимаем, о ком идет речь. Спасибо за ваши эфиры. Вчера исполнился год с нашего приезда в Аргентину. Смотрела вас до приезда сейчас. Очень нравятся ваши душевные разговоры. Спасибо, Алина, спасибо огромное. Информация, которой вы делитесь, всегда совпадает с тем, что мы видим вокруг. Ну, потому что я же не этот, как говорят, ну, знаете, как вот газеты. У газеты всегда есть хозяин. Кто и организовал, кто, так сказать, заправляет балом. Корреспонденты этой газеты или этой телевидения ведут то, что, как говорят, скажет хозяин. Если они там с партией против, значит, они будут все время против что-то городить. Если они с партией за, потому что они оттуда получают бюджет, значит, они будут за городить. У меня нет, как говорят, этого спонсора, который мне тут будет говорить, что я должен там рассказывать. Я рассказываю то, что вокруг происходит. А то, что кому-то нравится, не нравится, сходится оно с его взглядами, не сходится оно с его взглядами, да мне вообще по барабану, если честно сказать. Все приезжают со своими, как говорят, тараканами в голове. Одни считают, что вот тут, блин, нищета, что тут бедно, что они жили в великой стране, а теперь они типа попали в говно. Наоборот, другие приезжают, говорят, слава богу, мы попали в нормальную страну, где чувствуем себя хорошо. Так что тут все на один безработный, ему хреново, один, блин, наоборот, ему по барабану, потому что он зарабатывает где-нибудь там на крипте или еще где-нибудь, или просто программист хороший, который там работает где-то на западные фирмы и живет себе, и ему, в принципе, спокойно и весело, он может себе, как говорят, кушать, отдыхать и ходить по улицам спокойно. И не трындеть, не бегать с лозунгами, не бегать с плакатами там по улицам, блин, и все. Так что это у каждого свои, как говорят, отношения к этому всему. Я здесь живу давно. В принципе, мне Аргентина, не в принципе, а мне в основном, мне вообще Аргентина очень нравится. Иначе бы я уже за 30 лет бы уже уехал бы отсюда. Но я здесь живу и никуда не собираюсь уезжать. Но это не значит, что я должен как оголтел и все время орать, что здесь классно, блин, правительство все правильно делает. Что правильно, хорошо, что неправильно, плохо, а что тут такое? Это свободная страна. Здесь не надо хватать плакаты и бегать сзади, блин, за этими. Вау, потому что те сегодня правят или те сегодня правят. Кто бы не правил. Хорошо, хорошо, плохо, плохо. Надо так и говорить. И как просто люди живут, а не то, как там в газетах написали. Ну, написали, хай пишут дальше. Мне вообще как бы этот газетные эти баечки, это хорошо все. Так что переживем, конечно. Тут в Аргентине были и труднее времена, гораздо труднее. И, в принципе, ну как, можно по-разному относиться. Вот смотрите, можно сказать так, о, доллар остановился, да? Доллар остановился. Вот видите, теперь доллар не растет. Ну, в принципе, достижение, ну, конечно, достижение. То есть там 1100 остановился, даже был 1400 доходил, теперь там 1100, по-моему. Последний раз, когда я там спрашивал, было 1150 в обменном пункте, типа за доллар давали. И государственный где-то под ту штуку, где-то под 1000 подходит. С одной стороны, все будут кричать, вау, экономический какой классный эффект, смотрите, доллар остановился, вау. Какой великий экономист, как это сделал. А с другой стороны, а почему он остановился? Потому что его никто не покупает, потому что, блин, все наоборот продают те, которые уже когда-то заработали. Вы заметили, что раньше люди кричали и жаловались, почему только $200 можно купить, мы хотим больше купить. Почему? Потому что у них были деньги, за что это купить. А теперь денег нет. У вас все увеличилось в 5 раз, в 6 раз, а зарплата осталась на месте. А то еще и ниже стало. Зато все цены поднялись в 5-6 раз. Соответственно, люди потратили и лезут в загашники и продают доллары, потому он не растет, потому что его, блин, просто нищает страна. Но это надо правильно понимать, а не рассказывать про сказки, там, блин, про графики, про херафики. Просто страна нищает, консума упала, консума это потребление.
Раньше аргентинцы все время на всякие праздники брали, там поросенка тащили, блин, собирались кучами, праздновали весело, там целыми, блин, такими кусками эту парижаду робил и все. Сейчас посмотрите в мясном отделе, сколько ходят и нюхают, как говорят, это мясо, но берут там вот такой кусочек или вообще не может себе уже позволить взять. Раньше по 2-3 тачки до кассы толкали, сейчас толкают, блин, там тачечки на дне что-то валяется и все. Так что не надо мне байки рассказывать про великие экономические, как говорят, мысли. То есть сдвиги экономические, конечно, есть. Народ нищает, что-то удорожает, что-то увеличится, кто-то хуже, кто-то лучше, кто при власти лучше, кто при этом хуже. Это понятно, идут такие вот перемены. Но это не великие достижения. Это просто, знаете, как у нас было когда-то в Советском Союзе, когда вот там Горбачев все, перестройку делал. Помните, кто помнит этот период? Горбачев делает перестройку, все похерим, новое построим. Все похерил, но нового ничего не создал. То есть просто все похерил. То есть вот это называлась перестройка. Она так и называлась. Великая перестройка, но получилось по сути то, что все похерили, только ни хера не построили. То, что было, разграбили. То, что это самое приватизировали, что было построено еще всей страной, каждый потом приватизировал, стал быстренько миллионером. Тот фабрику схватил, все. Называется перестройка, перестроили. Что-то такое перестройки нынче происходит. То есть не знаю, что построим, но в принципе уже много чего похерили. Вот. Так что, конечно, в газетах это все прикольно, но посмотрим. Но это не значит, что надо... Ну, как бы теперь, блин, биться лобом в стенку, куда-то бежать, кричать, уехать, там, плакаться. Нет, надо подстраиваться, надо смотреть, как что теперь делать. Ну, то все такое дело. Относительно. Эти периоды уже переживали, периоды были и похуже, и получше. Разные периоды уже в Аргентине были. Так что и это один из периодов всего-навсего. Это не все, что уже все, капец, все надо там что-то бросить, куда-то бежать. Куда бежать не надо, надо, как говорят, переждем, подстроимся. Так. Так, про что уже идет речь? То я уже что-то заболтался. Так, у вас, наверное, самый адекватный взгляд на аргентинские реалии. Ну, спасибочки, может и так, может я, конечно, и в чем-то и ошибаюсь. Я же не сижу тут с утра до вечера, не смотрю только на реалии, надо же и что-то и делать еще в это время. Привет из Питера, красиво, тепло, много зелени, вы живете в прекрасной стране. Спасибо за отличные видео. Интересно, когда вы ведете обзоры по улицам столицы, куда вы в отпуск собираетесь? Ну, скажу так, собираемся, просто, ну, как бы... Не хочется что-нибудь сглазить. Но, как правило, мы собираемся первый отпуск, это где-то в сторону моря. То есть на океан. Потом все будем снимать и показывать обязательно. Так, не понимаю, как можно вообще сортировать людей на афроамериканцев. Много-мало, не знаю, что в мозгах помойка. В принципе, правильно. Так, кто имел... Так, с кем за расы обижены, ой, это называется уже там расы, не расы. Так, как украинцы имеют зависть и злобу к русским? А вы что, хотели, чтобы украинцы поцелуйчики русским делали? Я вообще не понимаю. Тем более не к русским, а, как вам сказать, я бы вот даже охарактеризовал немножко по-другому тут. Да ладно, не буду в эти дебаты сейчас залазить. В принципе, стрим вообще как бы не о том и не хотел бы. Но у меня другое мнение на это. Ну, а то, что теперь, конечно, там украинцы и русские не братья. А вы что ожидали? Обнимашек, что ли? Это правильно. Такое и должно быть. Так, Новый год летом. Прикольно. Скучаете ли по новогоднему снегу? Не, я не скучаю. Вот. Это раз. Второе, не Новый год летом, а у нас, ну, знаете, как со временем привыкаешь, и Новый год именно летом, он так и должен быть, как бы считаешь. Ну, мне нравится, если честно сказать. В начале очень было непривычно, как это вот Новый год, а люди в купальниках там на океане отмечают все такое, то есть это было без снега. То что же была привычка такая, что Новый год это снег, это там Бухаловка, Деды Морозы, а здесь, как мы шутим, Деды Морозы в плавках и в купальничках Снегурочки. Так что здесь, да,
Ну, а потом со временем привыкаешь, это кажется, оно так и должно быть. Ну, а когда же то Новый год должен быть? Конечно, так и должен быть. Новый год – это отдых, это начало отпусков, это вообще вот такой сезон отпуска, знаете. То есть декабрь уже тепло и хорошо, но реально в декабре едут не все. А вот отпуск, как бы вот лето, как июнь наступает, это наступает вот январь. Январь. Это в городе в Буэнос-Айресе будет затишье по сравнению с нынешним временем, затишье. То есть сейчас не найдешь стоянку для машины нигде, а в январе наоборот классно, блин, приезжаешь на свою, на свой квартал, там стоянка, ну автомобилисты поймут, то тут, блин, по 30 минут ездишь, по 20 минут ищешь, где машину можно поставить, где остановиться, все занято, а потом приезжаешь и смотришь, полквартала свободных, вот это шик, блин. На улицах ходишь, народу нет, жарище, красота, блин, прелесть. Люблю январь. Все на море сваливают, в феврале уже, как бы больше возвращается народу. Но в феврале на море лучше, а в январе в городе лучше. Все свалили, а ты остался. Вот это классно. Мне вообще на море нравится больше ездить как бы в декабре, и потом или февраль, или март. Вот эти вот. А январь это в крайних случаях, потому что там все снег, где, как говорят, все на океан прут. Так, лайки поставили? Нет, сейчас проверю. Как у меня один знакомый, я уже рассказывал, который ведет всякие такие YouTube-каналы, говорит, заблокируй их, кто говорит, мне не пишет комментариев. Я говорю, да ты чё? Нет, говорю, заблокируй, значит мне интересно. Это пипец какой-то. Так. Девушки в океане красивые. Ну, в океане нет, на океане, наверное, да. Ну, в смысле, на пляжу, да, красиво, конечно. У нас же, честно говоря, тут больше европейцев, чем в Европе. Не знали об этом? Что в Аргентине больше европейцев, чем в Европе. Так что тут у нас полно девушек, как говорят, вот тут же, это же страна иммигрантов. Сюда всегда ехали из Европы, из других стран, и вот потом их дети, внуки, и все, и тут так все перемешано, что тут симпатичных очень много. Еще смешно слышать призывы, русские должны интегрироваться. Куда интегрироваться? Курить марихуану, сидеть в кафе по полдня, быть лентяем, пофигистом. Ой, господи, да, по-моему, у тебя с головой-то не очень-то хорошо. И Жерма, ты бы телека меньше смотрел. Причем тут вообще интегрироваться? Интегрироваться должны люди, которые хотят здесь жить. Потому что если они не смогут, как говорят, понять эту жизнь, то им будет очень трудно. Никто тут не курит никакую марихуану. Что ты несешь? Ты еще расскажи, блин, про этих желто-сине-голубых там и всех остальных. Что ты несешь? Нормальные люди, цивилизованные, спокойные, приятные, блин. Господи, откуда у тебя столько злости? Лентяи. Они работают побольше, чем некоторые из вас на заводах, которые тут по 3, по 4, блин, работы, и многие, блин, тянут за собой. Лентяи. Какие лентяи? Все бы такими лентяями были, может, и лучше бы жили бы. Так, в Бразилии бывал? Нет, не ездил в Бразилию. Любой человек, приезжая в другую страну, необходимо интегрироваться, и это нормально. Я говорю, если хочет жить, чтобы ему было удобно и приятно, то да, должен интегрироваться. Интегрироваться не значит ходить, как они, что-то делать, как они. Но, блин, понимать, как страна живет, и ему будет потом самому легче просто жить, и легче общаться с людьми, и все. Он же не приехал тут сидеть сам, загнанный в свою квартиру, как собака в будке. Он же хочет общаться, он же хочет ездить, он хочет не бояться ходить по улицам. Не вот так схватиться и смотреть, тут убьют, тебя тут это, тут все какие-то бандиты. Правильно, да это не потому, что все такие, это потому, что ты зашуганный. Так. После Бразилии у меня на 5:30 на украинский... Ой.
Ладно. Так. Очень много знакомых с Украины здесь живет, со всеми нормальные отношения. Нам тут между белорусами, поляками, украинцами, словаками и русскими делить нечего. Я об этом и говорю. Я говорю, люди нормальные. Давно свалили в Аргентину, даже вот сейчас новых сколько приехало с детьми, с маленькими. Живут себе, пытаются устроиться, пытаются наладить свою жизнь. Многие, смотрю, уже там начинают покупать квартиры, земли, кто-то строиться начинает. То люди, которые хотят нормальной жизни. И с ними тут никто никаких проблем не имеет. Шизики, вон в интернете сидят, пиляют там свои эти лозунги, блин. И думают, так, вот правильно, вот Орлов как раз все сказал, что я не имею права говорить. Так, скоро, думаю, к вам американцы подъедут. Говорят, демократы уже ищут в гугле, куда ехать. Да пусть приезжают, у нас земли много. Пусть живут, сюда все едут. Так что тут, блин. Так. Так, не к русским, а к путинистам власти РФ, не так ли? Ну, я же говорю, я хотел кое-что сказать, но потом решил не переходить просто на эту тему. Я считаю, тут чуть-чуть похожи вот на вот это. Никто тут, блин, по национальности к нормальным людям никаких претензий не имеет. Так. Какие нации европейцев преобладают? Ну, я бы сказал, что здесь очень много, как бы, кого мы наблюдаем, но это из того, что родственники, и все это и итальянцы, и испанцы. Вот таких тут очень много. Итальянцев, испанцев, выходцев оттуда. Конечно, много и русских, и украинцев, как говорят, вот это самый, тоже еще давно приехавших, очень давно приехавших, которые тут практически, он уже там миссионы, там этих украинцев старых, которые приехали еще там, не знаю когда, еще, наверное, до войны, до второй, еще, наверное, от Ленина еще, которые поприезжали, то тоже очень много. Но все-таки из европейцев я бы выделил больше всего, наверное, все-таки вот испанцев и этих самых и итальянцев, что так, как бы кого не спросишь, у них там или итальянское какое-то дедушка, бабушка гражданство имел, и он теперь его делает, или испанское какое-то, вот, то как-то больше. Я даже португальцев как-то так не очень сильно встречал, а вот этих встречал. Ну и понятно, про европейцев говорим. А так, соседних стран тут очень много живет людей из Бразилии, врачей очень много с Бразилии здесь вообще. В последнее время мне как-то много попадается врачей, которые именно бразильцы, блин. Да и так людей очень много с Бразилии здесь живет. Приезжают работать, все. Учиться сюда очень многие приезжают. О, чилийцы тоже есть. Хотя Чили экономически больше. Сейчас как бы считается там большие заработки, больше все. Но... А вот бразильцы, не знаю почему. В Бразилии вроде хорошо люди живут. Но бразильцев очень много. Особенно вот медицина. Очень много вижу медиков бразильских здесь. Ой. Красота, полюбуйтесь вот на природу. Сзади за мной самолеты летают там, птицы, вот это все самолеты. У нас же тут аэропорт рядышком городской, и как раз здесь они начинают снижаться над аэропортом. Вот слышишь? Летит. Так. Так, обещанные массовые депортации, вероятно, еще добавят пару тысяч или миллионов. Всякое может быть. Так. И Жермо никак не успокоится, все пытается гнуть какую-то хрень.
Ну ладно, у каждого должно быть свое мнение. Ну, хочется человеку нехрен заняться, пописать всякую херню. Так, ну как-то всем нациям между собой делить нечего. Должно быть уважение и мир. А что, например, людям из Украины и Конго делать? Да, итальянцы, испанцы, европейцы. Так. Белград очень много потоков иммигрантов из Российской империи. Может быть, вполне может быть. Так. Динь. Ну вот, видишь. Какие русские телеканалы вещают в Аргентине? Никакие не вещают в Аргентине. Лично я не видел никаких русских телеканалов в Аргентине. Так. Все, поболтали? Или не поболтали? Пишите, поболтаем, что, куда спешить. Время есть, батарея у меня 100%. Я теперь тут фокус придумал, чтобы батареи не садились. Я теперь тут на стрим Powerbank подцепляю. Его мне даже на камеру, вот такой Powerbank хватит. На целый день могу стримить. Вот, так что у меня на камеру этот самый были. GoPro-шку не выключаю, когда снимаю рыбалку. Включаю на Powerbank GoPro-шку и не выключаю вообще. Целый день хватает, прикидайте. США классная страна, много работы и вежливые умные люди. Во. Ну, если человек знает, почему бы и нет. Так. Сейчас мы попробуем. Аверш. Динь. Переключим аккаунт. Сменить аккаунт. Тут где-нибудь могу себя найти. Хотел взрывать телефон и начать читать, потому что, чтобы не сидеть так близко около телефона. Надо сесть по-турецки. Когда вы купаетесь в океане? Ну, когда едем туда, тогда и купаемся. Вот этот самый. В основном январь, февраль, март. Некоторые годы было 1 мая купались еще в океане. Некоторые годы. Не всегда, смотря какая осень. Но, как правило, начало где-то, можно так сказать, со середины декабря и до Пасхи. У нас как бы считается в Аргентине, что сезон кемпингов заканчивается на Пасху. Вот. И вот и сезон такого туризма массового тоже заканчивается где-то вот на Пасху. Так что вот где-то со середины декабря можно сказать, что можно купаться. Хотя мы ездили 2 недели назад с Сашей на океан, и местный народ, типа дети, они уже болтыхались в океане. То есть и сейчас я заходил закидывать удочку, то заходил босиком, тоже не холодная вода. Не скажешь, в океане, в принципе, почти такая же, как будет и летом. Просто летом на улице будет немного теплее. Но вода уже, детвора уже болтыхается. Такс. Когда мы купаемся в океане, мы ответили. Что у нас переключиться? Где тут этот самый комментарий? Контент. Можно ли отсюда посмотреть на вот эти вот, чтобы дальше. Так, трансляции. Тут идет моя трансляция или нет? Нет, не идет. Прикидайте, не могу найти свою трансляцию с комментариями на другом телефоне. Так, рыбу какого максимального веса вам удалось поймать в Аргентине?
Ну, лично мне и то, это было, поймать это грубо сказано, скажем так. То есть мы ее выловили с очком. Она грохнулась с этого самого, как же называется, когда со шлюза. Со шлюза грохнулась, и дорадо здоровая, 10 килограмм было. Ну, карпов в основном по... А, нет, даже килограмм 15, наверное, один раз поймал. Ската. Ската на каяке в океане поймал такого, где-то килограмм 15 он был. Я, правда, его не взвешивал, но не меньше он был. Он меня таскал где-то минут 20 и на каяке за собой таскал. Хорошо не утащил далеко, потому что каяк был кинут якорь. И у меня 40 метров веревки, так и когда заходишь в этот самый океан, то так как глубина разная бывает, я в основном пользуюсь 40-метровым шнуром для якоря. И вот вокруг этого, как на карусели, за скатом мотался на каяке. Вот он тогда поднял, но так как я не очень хотел, чтобы он меня свизданул своим хвостом, я его просто приподнял и зацепил рядом около каяка, чтобы из него плоскоупцами вытянуть крючок. То он был, да, за 15, такой где-то около 15 килограмм. А так мы фотографировались, поднимали дорадо 10-килограммового. Карпы в основном, которые самые здоровые, что здесь я пока ловил, тоже где-то около 10 килограмм. То есть больше 10 пока что здесь не ловил. Хотя рыбы здесь гораздо больше существует. Так. Сом ловится в реках? Да, ловится. Здесь он называется, есть несколько видов, ну типа суруби называется, то все такие сомы. То есть те сомики, которые здесь ловятся маленькие, это маленькие. А вот суруби, это здоровые, они такие подобие, ну, выглядят чуть-чуть по-другому, но в принципе они могут быть такие килограммы по 60 и по 50, вот такие, да. Так, когда читаешь болезни и малограмотные, агрессивные, тупые реплики, еще больше ценишь доброжелательных, открытых и грамотных людей. Да, манеры прежде всего. Спасибо, спасибо, спасибо. Сома ловят на квок? Нет, у нас сома на квок я никогда не видел и даже не слышал, чтобы кто-нибудь на квок ловил сома. У нас в основном сома ловят, ну да, с лодок, на ямах, в основном. Хотя вчера, ну сейчас я первую мысль закончу, потом скажу другую. Вот. Ловят на живца, и называется этот живец, этот, как же, блин, ну, в общем, не на червячка, а на вот такого размера, типа змеи, типа вьюна такого здорового, забыл, как он называется, с головы вылетело. Вот. Агиля. Вот на агилю ловят. Одевает на большой крюк эту агилю, она размером такой, может быть, от 20 сантиметров до полметра, вот эту агилю, и закидывает. Эта агиля крутится, все, и вот сом на нее ловят. Как вот на червяка, только на агилю. На червяка не поймаешь ничего. Говорят, здесь начали маленьких сам. Вчера я был на Костанере, вчера ездил на рыбалку, на испанском снимал. И заезжал на набережную, и мне рассказывали, что на набережной начали клевать небольшие сомики, подошли, которые считаются качора у нас называется. Из этих больших только их не типа детки, скажем. Так, то есть небольшие сомики, значит где-то есть и большие. Что уже 2 или 3 клюнуло и поймали здесь такие типа по 3-4 килограммчика. То есть это вот качора, вот этих суруби. Леонид, как поживаешь? Русская семья парикмахеров, у которых вы однажды брали интервью. Ну, Володя умер, по-моему, инфаркт у него был уже, вот, думаю, пару лет назад. А Катя, мы с ней общались где-то недели 2 назад по WhatsApp. Кое-что я у нее спрашивал. Пока здесь все нормально, сказала, что здесь и останется. Ну, как бы уже и Володя здесь, и семья здесь, и все. Пока так. Ну, насчет вы с ними я общался. Так. Ладно, ребятки, постримили, я думаю, это уже никто больше пересматривать не будет, столько стрима. Сколько мы тут сидим?
Так, 65 человек нас смотрит. Час 44. А нет, кто-то еще что-то пишет. Если пишут, буду отвечать. Так, какая-то мурашки на меня начинают лазить. Нет, еще не начинает. Показалось. Вы тут недавно ездили акулу ловить. Вы реально верили, что поймаете? Ну, я лично не ездил акулу ловить. Я ездил на рыбалку, я хотел поймать что-то другое. Но то, что реально акул ловят у нас, да, реально это именно место для ловли акул. И что? Просто я лично не ездил акулу ловить по одной простой причине. Чтобы ловить акулу, удочку, которая может вытянуть акулу, я оставил дома. Она 3,60, она здоровая, предназначенная для акулы. Катушку, которая ловит акул, я тоже не намотал. Потому что там надо наматывать как минимум нитку 4 или 8-слойную, где-то 0,5-0,7 надо на акулу наматывать. Потом на акулу надо делать специальную снасть, которая очень тяжелая. Надо грузок такой где-то около килограмма. Специально делается груз для снасти. И потом поплавок здоровый, который подымет, чтобы крабы не сожрали приманку. И потом железный трос и большущие крючки. То есть я эту снасть не делал на акул, но я думал, что если другие поймают акулы, я просто поснимаю, вот и все. И там все, кто приезжает, только на акулы приезжают, потому что там реально ловятся акулы. А что тут такого удивительного, что в океане ловятся акулы? И эту снасть, так как она тяжелая, ее надо забрасывать, и они так и делают, я же там снимал и показывал. А ее забрасывают каяком. То есть эту снасть цепляют за каяк, один стоит, держит удочку, как бы это самое, а другой завозит каяком и сбрасывает ее там. Ну, а потом, когда уже акула схватила и начинает калашматить, тогда уже вдвоем вытаскивают. Это нормально. А некоторые дронами закидывают эту снасть. То есть у кого мощный дрон, они закидывают эту снасть дроном. Надо где-то 250-300 метров от берега за первую прибойную каналету. Каналета — это канава, где волна бьет, разбивает, и там глубина большая. Вот за эту каналету надо забросить снасть. И реально вы ловите акул. Тут ничего удивительного нет. Это реально у нас ловить акул. И особенно в том месте. Сейчас как раз и началось где-то вот в конце октября, и начинается сезон ловли акул. Так что в Америке тоже ловят акул, ничего тут такого нет, и у нас ловят акул. Так что это реально. Просто я реально сам лично не собирался ловить акул, я собирался поснимать. Там была куча моих подписчиков, я к ним подъехал, все, они все забрасывали на акул. И я думал, если они поймают, они не свистнут, и я поснимаю в это время, как они тащат акулу. Они затягивали каяками, вот, снасти, мы каяк с собой не тащили. Так что, да, подскажите, пожалуйста, очень важно, за сколько реально можно рассчитывать на получение гражданства в Аргентине по натурализации? Читал, 102-3 года почти нереально. Ну, я думаю, что сейчас уже снова реально. Вот. По одной простой причине, что сначала был такой сильный наплыв. Я же объяснял, почему нереально было. Потому что, вот смотрите, когда идет обычная иммиграция, то есть приезжает сколько-то людей там в месяц, ну обычно, то есть нет никаких шевелений, что какая-то целая страна там очень много посылает народу, или они сами приезжают, то есть же только определенные судьи, которые занимаются вот этой всей иммиграцией, вопросами иммиграции, выдавания документов, всего такого, определенное количество людей. От того, что резко кинулись все ехать, этих людей не увеличилось. Зарплата у них не увеличилась. Свою работу они не станут делать быстрее, просто потому, что приехала чертова гора. Вот, допустим, к примеру, приезжает нормально там 10 человек в день, а тут приехало 1000 человек в день. Они что, в 1000 раз побежать быстрее делать? Вот и начали делать так, что, как говорят, ждите, у нас есть рабочий день, мы столько-то людей там в день обслуживаем, столько и обслуживаем. И когда эта массовка сейчас вроде закончилась, то есть такая прямо массовка, чтобы самолетами там прямо вперли, то я думаю, все выровняется и снова начнет быстрее, все документы начнут делаться. Так что я думаю, что реально. Вообще, я не знаю, все так спешат с этими документами. Я вот на своем примере скажу, что мы, к примеру, не спешили с этими документами. Вообще никак не спешили, от слова совсем, блин.
То есть мы приехали сюда жить, и нам как-то вообще было по барабану, когда мы получим этот паспорт. И мы вообще даже на него не подавали лет 10 на этот паспорт, хотя имели спокойно, ну как бы, у нас сын здесь родился, и мы могли бы уже 10 лет назад получить этот аргентинский паспорт, но так как он нам не нужен был для того, чтобы вот у меня есть аргентинский паспорт, вот я куда-то там поеду. Мы просто здесь жили. Нам он и нафиг не надо было, чтобы вот так спешить. Мы сделали, чтобы не бегать, не продлевать каждый год, там сделали постоянку и жили с этой постоянкой. И только лет через 10, когда уже реально решили, что мы уже, ну как бы, будем жить здесь, свою жизнь уже будем жить в Аргентине, мы пошли и начали, подали на документы. И тоже не обращали внимания, когда их там сделать. Как сделать, тогда сделать. Мне что, куда-то спешить надо? Нет. Соответственно, это как бы... Ну, вообще нас как бы не торопило совершенно никуда. Если ты здесь живешь, если ты здесь устраиваешься и живешь, то какая разница, за сколько тебе его сделают, вот честно говоря. А если, конечно, кому-то нужно только паспорт, чтобы, сделать, чтобы только паспорт, потому что он потом куда свалит, то, конечно, у него спешка. И он тогда ищет пути, как это можно ускорить. Но я думаю, что сейчас, как я говорю, так как массовка такая прямо... Самолетами целыми лететь сюда прекратилось, вроде бы. Во всяком случае, нигде в телеку больше не показывают таких массовок. Так что думаю, что скоро это все тоже будет более-менее реально, типа 2-3 года и сделали. Наталья пишет, я буду пересматривать. Ну, спасибо, Натали. Так, где можно найти канал на испанском? Мой канал рыбацкий? Напишите видео с Де Леон. Да и найдете. Сейчас покажу, если или компьютерный вам канал показать. Какой вам канал? Или шорты. У меня этих каналов, этих. Сейчас покажу какой. Чтобы вы найдете на испанском, как он выглядит. Вот так выглядит, смотрите. Так, куда тут показывать? Вот, видео с Де Леон. Там есть 141 тысяча подписчиков. Будет 141 и 1 человек. Так, если не ошибаюсь, вы однажды выступали на радио. Как вы туда попали? Да блин, хрен не знаю. Смотря на какое радио. Когда-то... Не, наверное, вы ошибаетесь. Если прямо радио, я там когда-то, еще давно какое-то радио, только я не стал выставлять на своем канале, брало у меня интервью, какое-то русское радио. Но это было уже в самом начале деятельности, наверное, думаю, где-то в 14-х годах еще или в 13-х годах. Так что если вы это радио где-то нашли каким-то образом, то да, там я интервью давал. Я тоже записывал, а потом прикинул, думаю, да ну нафиг, не буду даже выставлять это на канал, там, радио там. Сейчас меня тоже он там предлагает выступить кое-где, но я пока еще не решил, надо ли это, эти выступления, не надо. Барракуду ловили? Нет, барракуду я не ловил. Так. Сейчас же как куда попасть? Сейчас очень просто. Тебе присылают имейл, куда-то предлагают что-то, или пишут в WhatsApp, или пишут какой-то вот в Фейсбуке. Сейчас вот человек написал в Фейсбуке. У женщины тоже классный канал, там всего 140 тысяч подписчиков. Она вот такие интервью всякие делает и все. Тоже попросила сделать такое интервью. Но я, честно говоря, пока не очень решился. Ну, подумаем еще. Может да, может нет. Так и попал. Сейчас среднее время ожидания от подачи до решения года 1,5. Ну вот, среднее это нормально. Видите, там говорили 2-3 года раньше. Так что да, до решения года 1,5. Нормально. Так, привет, Леонид. Скажите, если сейчас в Буэнос-Айресе круглосуточные магазины, хотя ли вы сами открыть свой фирменный магазин по рыбалке? Смотрите, есть в Буэнос-Айресе круглосуточные магазины.
У нас Бельграно Кото работает, не Кото, а это Карифур работает круглосуточно на Бельграно и Монрое. Пожалуйста, идите круглосуточный Карифур. Ну, во всяком случае, недавно работал, не знаю, думаю, что не отменили, думаю, что так и работает. Вот. Хотел бы открыть фирменный магазин, да, хотел бы, только, не знаю, сейчас стараюсь пополнять свой рыболовный магазин. У меня интернет-магазин есть, так что я его стараюсь пополнять, плюс сейчас как раз решаю буквально вот, тут новое вроде как постановление в АФИПе, в налоговой инспекции вышло, что-то там про импорт товаров. Какой-то мелкий сдвиг вроде появляется, что может быть, сейчас выясняем, вчера только начали выяснять, может быть, разрешат немножко таким середнячкам импортировать тоже кое-какие товары для продажи. Если все выяснится, что это так, может, я тогда пополню получше свой магазин. А сейчас, кто тут в Буэнос-Айресе или вообще в Аргентине и хочет что-то рыболовное у меня купить, я вам сейчас покажу, как туда попасть и как туда нажать, чтобы со мной связаться. Так, пишем. И, но только мой магазин пока только с отправкой по всей Аргентине. Но по всей Аргентине, то есть почта Аргентины, вот пишите вот такое вот. leonpesca.com, так как меня в Аргентине все называют Леон. Вот, кстати, сейчас вот высветилось, ну вам не высветилось, это мне высветилось. Как раз мой бухгалтер ответил по этому вопросу. И вот там рыболовные товары, видите? Это интернет-магазин. Там можете оплатить переводом, потом карточками, потом этим самым. И там есть такой вот WhatsApp. Вот кнопочка WhatsApp. Нажимаете на WhatsApp и можете на русском там все писать. Я пойму, со мной соединитесь. Так, поиск. О, как раз мне сейчас отвечает на эту тему, ту, что мы сейчас обсуждаем. Мой бухгалтер, я ему вчера зарядил, сфотографировал новое постановление налоговой инспекции. Я говорю, так и так, дорогой товарищ, смотри, вот, говорю, тут в налоговой, кажу, изменения происходят. Что-то там разрешают немножко покупать таким, как я, для интернет-магазинов, для своих магазинов и перепродавать за рубежом. И я говорю, но ты мне уточни, блин, попроще, потому что вдруг я ошибаюсь, чтобы не залететь. И вот как раз он сейчас мне высвечивается тут на экране WhatsApp, он мне как раз отвечает на эту тему. Прикидывайте. Так что не знаю, может быть мы его и наполним больше, если все, там после стрима посмотрю. Так что хотите ли вы сами открыть свой фирменный магазин по рыбалке? У меня есть фирменный магазин, именно фирменный магазин по рыбалке, только он еще мало в нем товаров. Вот. И пока только по Аргентине. Вот этот и есть leonpesca.com. Кстати, можете туда зайти, потыкать на WhatsApp, со мной соединиться, пописать, если хотите что-то рыболовное. А если вы живете в Буэнос-Айресе и хотите по компьютерным делам со мной связаться, то я вам покажу другой сайт и другой WhatsApp. Нажмете на него и спросите, как ваши дела, что с компьютером, и я вам смогу помочь по компьютерным делам. Сейчас я вам тоже страничку дам, потому что это разные WhatsApp на разные телефоны по разным делам. Ну и там прямо написано еще тоже, ну в смысле этот самый тоже WhatsApp такой-то. Ищите, видите, вот такое пишите слово «Дакрос». Ой, там, наверное, резко сбилось. Ну. Да, пишите «Дакрос». Вот так. И вот тут написано «Ваша компания». Ваша компания в Гугле. Дакрос. Дакрос Комар. Или по-другому написано Computer Service in Buenos Aires. Компьютерный сервис в Буэнос-Айресе. Вот такой ищите. Зайдете на этот сайт, компьютерный сервис Буэнос-Айресе, там есть WhatsApp, нажмете и сможем пообщаться по компьютерным делам. Так вот.
Мне все время пытается перевести эту страницу. Не надо мне переводить эту страницу. Да задолбал ты своим переводом перевести, да перевести. Никогда не переводить этот сайт. Вот так вот. Ладненько, про это себя прорекламировал, да? Компьютерный сервис прорекламировал. Что я там еще? Там магазин свой прорекламировал. Так. Просто документы заканчиваются, потому и спрашиваю, понял? А ловятся съедобные акулы, это ж, если большую, то можно себя надолго едой обеспечить. Да, можете себя едой бесплатной даже обеспечить. Если вы возьмете акулу, можете обеспечить себя на несколько лет бесплатной едой, вас в тюрьме будут кормить хорошо. У нас это кормят, никто тут не обижает никого. Вот, акулы здесь ловятся приблизительно около 40 килограмм, но по законам Аргентины акула защищена законом, ее брать нельзя. Ловить можно, а брать нельзя. Вы можете с ней сфоткаться, и вы ее должны отпустить. Я это уже объяснял. Сразу говорюсь, не все этого придерживаются. Некоторые утаскивают. Особенно еще большие, как говорят, незнайки, они еще потом сфотки свои, как они утащили, в Фейсбуке выкладывают. Я уже одному писал, говорю, ты если уже утащил по незнанию, то ты хоть в Фейсбук, не выкладывай, где она у тебя дома лежит, эта акула, пока тебя не загребли, и ты не кормишься за государственный счет. А акула это живородящая. Соответственно, она запрещено законом ее вылавливать и утаскивать на еду по одной простой причине, что они быстро их выловят и быстро они пропадут. Они не могут, так как карп, накидать кучу икры, 100 икринок и вырастет куча акул. Потому акул брать нельзя именно на еду. Можно ловить, можно фоткаться и отпускать обратно. Еще у нас их ловят и ставят им под плавники этот самый тракер GPS, датчик, который отслеживает потом, которые, ну вот в Мар-дель-Плате там есть институт, который изучает океан, там все, и они отслеживают миграцию акул, куда уходят, где бродят и все такое дело. Так что акул разрешено ловить, не запрещено, сразу говорюсь, а вот брать и утаскивать запрещено. Так что если вас поймают, что вы утащили акулу, вы будете действительно бесплатно питаться, только не дома. Вот и все. А брать можно акул, которых называются беззубые, типа катраны. Ну вот типа катраны, они здесь по-другому немножко называются, но вот их можно брать сколько влезет, этих катранов. Это тоже акулы, все, но только не такие большие, не вот эти не живородящие. Соответственно, с акулами залет. Акул брать нельзя домой. Так, мы уже вот прожили вообще без каких-то легализаций, совершенно никакого дискомфорта, кроме того, что скидочные карты в некоторых супермаркетах без ДНИ не дают. Ну вот, видите, я же говорю, то есть, ну, я же, Леонид Валентини по воскресеньям не работает в магазине в большой массе. Ну, да, в принципе, смотрите, по воскресеньям я не работаю. Ну, вот просто не работаю тупо и все. Не хочу, и суббота, воскресенье. Супермаркеты работают и в субботу, воскресенье, китайцы работают в субботу, воскресенье. Некоторые открываются после обеда, к примеру, или работают, наоборот, до обеда. Но в основном люди должны и отдыхать не хлебом единым, а то, как говорят, знаете, за заработками на жизнь ты и жизнь-то пройдет, а ты все будешь на нее зарабатывать, да только жизнь пройдет, блин, так ты ее не увидишь. Такие аргентинцы. И зарабатывать надо, но надо и отдыхать. Так что да. И некоторые, знаете, думают, что сервис такой, а я вижу, даже в Фейсбуке пишут, у нас там ремонт того-то. И сразу видно, что ну, не аргентинцы пишут. Почему? Потому что сразу работаем круглосуточно, без выходных, без праздников, без того, без всего. Они думают, что этим они кого-то завлекут. Блин, что они теперь такой крутой сервис, что они круглосуточно, без праздников, без того, без всего. Ну-ну, попробуйте, завлеките, попробуйте побороть. Аргентинцам это непривычно и не принято, и они не считают, что надо работать, блин, как говорят, без обеденного перерыва. Многие магазины закрываются на обеденный перерыв, я не имею в виду супермаркеты, а обычные такие местные лавочки. Вот. Или открывается уже, он как в Мендосе, там везде, после 5 вечера открывается, когда жара пройдет. Это нормально.
Люди к этому привыкли, это ихняя стабильность. Это не значит, что если ты будешь говорить, а я буду работать круглые сутки, и вот я больше заработаю. Да ни хрена ты больше не заработаешь. Они даже и понятия не будут иметь, нахрена к тебе идти днем, когда все закрыто, когда все отдыхают. Они к тебе не попрут. Если бы все так перли, так это просто другая чуть-чуть психология людей. Так что этим не перебьешь. А вот я буду круглосуточно, а я буду без выходных, а я буду и на праздники работать, а я вот и среди ночи приеду. Да ты мне и нафиг не надо, чтобы ты ко мне среди ночи приезжал. Мне среди ночи могут приехать только, как говорят, больница, пожарная или полиция. А нафиг ты со своим сервисом, чтобы ты среди ночи ко мне припирался. Так вот и кто думает, что он на таком сервисе выиграет, так хрен там. Так и выходные. Выходные люди должны отдыхать. Люди, привыкшие к тому, что выходной, это выходной. Многие не отвечают. Ну, и я практически тоже так делаю, если честно признаться. Совсем уж нет, но во многих случаях да. Даже на WhatsApp, который по работе, блин, суббота-воскресенье просто тупо не отвечаю, и аргентинцы не отвечают. Будет понедельник, вот понедельник, напишите ему, блин, он в субботу утром, посмотрите, а в понедельник он вам ответит. И это не потому, что он там не культурный, не потому, что вы такие, блин, крутые, а он вам сервис не дает. Потому что он нормальный, и он считает, что суббота-воскресенье это день для семьи. Он хочет провести с семьей, он хочет поехать в ресторанчик, он хочет посидеть, посетить родственников, погулять с детьми в парке. Нафиг он видел все ваши, как говорят, вот эти вот сервисы, обслуживание, работу и все. Придет понедельник, будет работа. Привыкайте, кстати, это довольно-таки нормально и хорошо. Так. У нас неподалеку тоже Carrefour круглосуточный, который работает и по воскресеньям. Ну да, ну я же говорю, некоторые да, некоторые работают. И у нас есть вот недалеко один такой. Меньшенькие, конечно, не так работают, не все так, ну некоторые есть, то есть. Но, как правило, надо приучить себя к тому, что надо заранее что-то купить и не думать, что тебе надо будет среди ночи переться, чтобы что-то покупать. Ну вот, не знаю, что может припереть такое, что нужно переться за продуктами среди ночи. Это, ну, какой-то уже... Надо заранее себе закупить немножко. Леонид, дай ссылку на канал. Ну, когда это закончится стрим, дам ссылку на канал, под стримом напишу. Или нет, испанскими буквами Videos de Leon. Ну, я имею в виду рыболовный канал на испанском языке. Так как здесь уже хочу немножко солянки меньше, уже с рыбалкой сюда стыкать. Тем более это очень неудобно, знаете, когда ты пытаешься одну и ту же рыбалку, там какую-то вылазку снимать на двух языках одновременно, получается такая каша. Потому что ты же не можешь, вытягиваешь рыбу, у тебя есть эмоции, ты снимаешь, ты с друзьями, то все, как правило, я с аргентинцами, потому что я с ними, ну, как бы больше езжу на рыбалке и все такое. И тут ты ни с того ни с сего начинаешь на другом языке разговаривать. Уже или как, или забросить обратно эту рыбу и снова тянуть на русском языке, ну, как бы ерунда получается какая-то. Так что надо так, о жизни в Аргентине, о блоге, о путешествии, о просто жизни, как тут, ну, как бы пообщение такое, вот на этом канале. А рыбалка, ну, вот, как бы у меня на испанском канале, на Videos de Leon. Еще кое-какие видики я снимаю тоже на компьютерный канал Дакрос. Там немного подписчиков, 17 тысяч. Ну, это очень специфическая вещь. Не всем надо там как сервера делать или еще как всякие штучки, блин, выдрючки, там какие-то эроры искать для Windows. Так что туда я даже и так особо и не рекламируюсь. Да и не все время изредка там делаю. Когда попадется что-нибудь интересненькое, такой компьютер какой-нибудь принесут с загогулиной, блин, ну то поснимаю, как это делается. А так в основном-то не сижу около него. Так что все нормально с продуктовыми магазинами, по крайней мере, в Буэнос-Айресе. Леонид, Телеграм-ориентир популярен? Да, популярен, что ж. Популярен Телеграм. Ну, WhatsApp больше, конечно, популярен, но и Телеграм. У меня тут куча, блин, моих вот контактов с WhatsApp переходила на Телеграм. Каждый раз смотришь, ну, такой-то подключился в Телеграм, такой-то подключился в Телеграм. Ну, я имею в виду аргентинских контактов. Каждый раз туда забегают. Вот.
Так, цивилизованно с акулами гуманно. Ну а как же, есть же карпы, к примеру, или другие рыбы. Они там этой икры наметали, их-то все равно расплодится чертова гора. И-то даже некоторых у нас карпов вообще пытаются в некоторых местах уничтожать, потому что считается, что это не местная рыба, она поедает икру других местных рыб, и ну как бы их завезли сюда и все такое. А вот акулы, она пока родит акуленка, знаете, сколько времени пройдет? Если каждый, блин, которому жрать хочется именно акулью крылышку там или что там, плавничок, будет тащить, так это будет уже не рыбалка, это уже убийство нафиг какое-то. Так что, и я видел, некоторые по незнанию попытались там брать этих акул, выставлять фотки, я им написал, там, говорю, ребята, блин, вообще-то это запрещено, но если уже так, понятно, не все знают законы, и кто-то не знал, и зацепил, хотя рыбы в океане валом, и я бы не сказал, что там вот, если ты не поймал акулу, так ты, блин, голодным останешься. Выплыви на лодке, ты удочкой за 4 часа нашибаешь, блин, 100 килограмм рыбы. Просто удочкой, без сетки, без ничего. Хотя в океане разрешено сеть ставить. Заходите, ставьте сети. Это разрешено в океане. То есть никто вас не будет. На пляжу даже можете сеть. Такой не так, конечно, чтобы туда ребенок запутался, блин. Это уже, конечно, это уже другой вопрос. Или берите какую-то подсаку, блин, ходите. Даже в волнах можете себе корнолитосов нашибать. Маленьких, чтобы жарить, перемешать с этим. А если вы пошли втроем, четвером, собрались, подошли к любой лодке, в каждом портовом городке есть у нас такой сервис, как ребята на лодках вывозят рыбаков на рыбалку в океан. В любом городе, который на океане, есть как бы такие вот люди. Подходите, 3, 4, все зависит от лодки, бывает по 6 человек, бывает по 4 человека, бывает по 8 человек. Берут рыбаков, они говорят, там человека по столько-то, все. И наберете рыбы немерено. Мы вот ездили тут, как-то у меня там видео есть, я и мой товарищ Иван со своей семьей, то есть Мила была девочка его и жена Юля. И вот мы поехали вчетвером на лодке. 4 часа мы были на воде удочками, не сетями, ничем. Вот каждый там ребенок с удочкой, я, Иван и его жена. Да мы накидали, блин, килограмм 60 рыбы. Это такую большую брали, маленькую, как говорят, которая меньше, чем полметра, выкидывали обратно. Мы ее даже там и не забрали всю эту рыбу. Потом тем, что чистят на пляжу, эту рыбу оставили, чтобы они продали пляжникам эту рыбу. Если такой не нужно. Так что, кто там реально живет около океана и имеет какой-то фризер, там, куда ее заморозить, вот вам простой совет. Заплатите, соберитесь кучей, заплатите за лодку, вас вывезут, наловите этой рыбы, вам на год будет. Главное, чтобы не цапнула, когда фоткаешься. Ну это да, но это попробуйте ее уговорить, чтобы не цапнула. Так. Мне наоборот нравится, что выходные есть выходные. Мне тоже, честно говоря. Тут меня как-то недавно спрашивали тоже, а вот выходные там, типа, я говорю, не, я выходные приучил себя, мне это нравится отдыхать. Выходные это для семьи. Вот. На то они и выходные. Иначе, я же говорю, ты из-за этих заработков на жизнь, саму жизнь пропустишь. Если у тебя не будет даже выходных, где ты можешь на все плюнуть, отключить свои, как говорят, WhatsApp и телеграм-каналы, блин, и не побыть со своей семьей. Так что выходные это для этого. Удочки в зубы, жену рядышком и за город. Так, Леонид, привет из Санкт-Петербурга. Доллары старого образца принимают в обменниках в оплату аренду или вообще не в ходу? Знаете, мне кажется, что принимают, но, наверное, немножко дешевле. Что-то мне так кажется. А может, некоторые уже и не принимают. Я точно не знаю. Но как бы был такой бум, когда все рассказывали, что о, там, блин, берут дешевле уже доллар старого образца, надо от них избавляться, 5-е, 10-е. Как-то народ быстренько перепаковался на новый образец. Мне так кажется, еще тогда. А сейчас как-то про это почти никто ничего не говорит. Но я тут как-то платил недавно долларами за одну свою покупку ребятам. Ну, они мне привезли вот эти микрофоны, что там, вот эти микрофоны, якими я пользуюсь, вот мне привезли ребята, так сказать, я им платил долларами. И там у меня был какой-то то ли
чуть-чуть надпись какая-то на нем была, то ли царапинка какая-то хрень. Они сказали, ты хочешь или замени, или типа, ну, дешевле немножко возьмем. То есть какие-то свои прибамбасы в этом. Так, Леонид, скажите, пожалуйста, какие сервисы доставки из магазинов есть в Буэнос-Айресе? Типа вот это Food, Globo. Да, есть такие. Во-первых, у нас куча, если вы заметили, в Буэнос-Айресе на мотоциклах, на велосипедах, чуть ли не пешком все эти Globo и все вот эти вот доставщики с этими штуками, с этими ящиками гоняют весь Буэнос-Айрес в этих штуках. Это раз. Второе, у больших супермаркетах, как правило, есть определенные зоны, которые не так далеко от этого супермаркета, которые доставка с магазина просто супермаркетом. То есть вы покупаете, на кассу вышли, говорите, мне с доставкой. И все, там быстренько они перепаковали уже в ящики, и потом через пару часов к вам приедет магазинная машина и привезет типа Carrefour, там Кото, они вот доставляют, ихняя машина ездит в больших магазинах и развозит. Когда-то и мы так покупали. Ну, сейчас машины приезжаем, забираем сами. Так что, а в интернет, если там Mercado Libre, там покупаете на сайте Mercado Libre, там практически все можно купить. И продукты, и вино, и просто вещи какие-то. То там сразу доставка, ты даже не знаешь кто, просто написано, что с доставкой приедет сегодня к вечеру, вот и все. И там они, бывает, подвязывают даже простых людей, у которых есть машины, те тоже там как-то регистрируются и тоже попутные товары берут и доставляют. Так что доставка почти везде есть. Так, за все годы, что вы живете в Аргентине, в Буэнос-Айресе были наводнения, разливы реки, было еще... Нет, наводнений, как наводнений таких или от разлива реки не было никогда. Я лично не видел никогда, чтобы река разлилась и типа зашла в город. Такого не было, чтобы типа как наводнение. Было когда-то плохая вот это сливные стоки, вот эти все городские были плохие, и была очень большая гроза. И да, плавали, у меня даже одни из моих первых видео есть, там, как вот ходишь там по колено на лодках, там пожарники с одного 100 метров туда-сюда перевозят там каких-то людей, там вот это, то есть были забиты стоки, вода так не уходила. Некоторые машины поплыли, водой посмывало, но это было от большой дождя, от большой грозы. Потом как раз Макри, бывший президент, он тогда еще вот этот парк построил. Это, кстати, когда-то назывался даже так, ну, негласно. Он называется детский парк, а негласно называли парк Макри, потому что когда он стал мэром города, он, ну, типа, вот построил этот парк здесь. Здесь не было ничего, он организовал вот этот парк. И вот когда Макри стал мэром города, до президентства он был мэром города Буэнос-Айреса, он сильно ударился в то, чтобы поделать в Буэнос-Айресе вот эти вот именно сливные, вот эти все трубы переложить, там под Монроe перерыто все было, там трубы ложили большущие, огромные, которые сходят сюда в реку, уходят. И с тех пор наводнений не было. Насколько я помню, последнее такое, ну, наводнение от дождя, я имею в виду, не от реки. Последнее наводнение было при Макри. Тогда он еще был мэром города и бегал там, блин, прямо со своими работниками муниципальными, там, городскими, бегали по колено в воде, мы все смеялись. Вот мэром ему бы вот как раз мэром нормально. Типа бегал там везде, командовал всякими этими службами, которые там люки открывали, вот это все чистили, чтобы там эта вода сошла. Ну, а потом они сделали большое строительство вот этих всех сточных труб там и все остальное. И с тех пор вроде бы я не слышал никогда, чтобы тут что-то было. И кроме, что в прошлом году, в декабре, был ветер сильный и повалило кучу деревьев. Но это не наводнение. Мы как раз были на океане и приехали сюда, и здесь куча в Буэнос-Айресе была заваленных деревьев, в парках, везде. Но про наводнение больше не слышали. Так. Река только изредка бывает, когда сильные такие, как говорят у нас, судостада, когда сильный подъем воды в реке по каким-то причинам, там большие дожди в Бразилии, это все сюда идет, а потом в океане прилив, к примеру, и это все сбивается.
Бывает, выходит, но только на набережную хлюпает там, но такая, чтобы в город зашла река, пока что я никогда не слышал об этом. Так, помимо доллара, какая валюта еще популярна в Аргентине? Ну, песо наша и все, больше никакая не популярна особо. Особо как валюта здесь доллар и песо. Доллар это больше как для накопления, ну и песо для жизни. И все. Больше я тут не слышал, чтобы кто-то хранил там в еврох, там как бы накопление, или рассчитывался в евро, или там в каких-нибудь бразильских. Только для того, когда едут путешествия, покупают, соответственно, валюту той страны, в которую едут. Или доллар везут. Но так вот в обороте ничего больше такого. Крипта еще сейчас ходит в обороте, но тоже меньше в обороте, больше как для накопления, для наживки, но не оборотная, что прямо все приходят друг другу криптой рассчитываются, то нет. Хотя к этому может и идет. Может такое быть, что будет и так. Во всяком случае, как минимум, крипто эти, как бы, виртуальные банки с карточками уже визы, это у нас есть. То есть, я имею в виду, чтобы типа приложение где-то, и потом на приложение у тебя крипта, и автоматом она перечислялась в PES, и когда ты хочешь тратить. И сейчас посмотрю, визовская карточка или нет. Да, и визовская карточка, вот смотрите. Я покажу этой стороной, которой можно, потому что на другой стороне там номерки и все такое. А вот этой стороной можно показать, видите? Виза, криптокарточка. Я ей спокойно могу в магазине заплатить за еду, там купить лампочку в феррутерии, заплатить в овощном за овощи, за харчи, за все подряд. То есть это можешь держать в крипте, и в момент, когда ты платишь, ты выбираешь какую, оно будет перечислять тебе в PES и тут же моментально пересчитываться, и ты можешь прийти на кассе и расплатиться. Так что такие у нас существуют, да. Так что можно сказать, что это тоже уже одна из форм оплаты. Одна из форм валюты в Аргентине. Так, суд по Гуглу, кажется, будто в Буэнос-Айресе почти никаких катаклизмов не происходит. Все, что находит про Буэнос-Айрес, это где-то в провинции, а не в столице. Как будто самое спокойное место на земле. Ну, я же говорю, насколько я помню, что такое было вообще, такое, чтобы запомнилось, то это один день снег шел, лет падал и таял. То есть один день. Все фоткались и все. За 30 лет вот один раз снег шел в Буэнос-Айресе. Это катаклизм, но это приятный катаклизм. Все фоткались, снежки лепили. Потом вот один раз или пару раз, может, вот от дождя, когда вот я же говорю, затопило так, что машины поплыли. Град один раз был. О, мне аж машину тоже градом покосило. Град был очень здоровый, такими вот балбышками. Все машины были в вмятинах. Тук-тук-тук-тук. И страховые компании вытягивали. Я тоже ездил с такими вмятинами долго и нудно. Потом на неделю оставлял машину, и по страховке мне вытянули весь кузов, все эти балбышки повытаскивали. И вот ураган, который как бы ураган мы называем, вот который год назад был в декабре, когда повалило много деревьев. Да и все, в принципе, за 30 лет больше ничего такого и не припомню. Ну, такого, которое экстраординарное, не такое, что просто дождь там пошел. Так, почему в Буэнос-Айресе и вообще в Аргентине, несмотря на близость к океану, рыба не такая популярна в повседневном рационе, как, например, мясо? Есть ли какие-нибудь культурные или исторические причины? Я думаю, историческая причина в том, что Аргентина раньше кормила чуть ли не полмира своим мясом. И мясо для аргентинцев было свободно, доступно, особенно в Кампо, то есть вот в поселках и во всем. Зачем? Если там поля были с этим скотом, это коров немерено, это мясо было немерено. Нафига им еще сидеть, эту рыбу ловить, если куча мяса бегает? То есть тут вот просто был мясной рай когда-то. Соответственно, они так и привыкли. Раньше, я помню еще,
раньше. Тут везде, где не едешь, там, блин, какое-то село, все сидят, там что-то жарят, это мясо, там пьют вино. То есть это было обычной едой. Салат, мясо, вино, это была обычная еда. Это было не для богатых, это была обычная еда. Соответственно, нахрена им еще надо было ту рыбу, блин, куда-то лазить, там ее ловить, куда-то плыть, блин. Потом это начали облагать там налогами, хвалогами и все, в общем, как говорят, загноили это кампо, блин, как у нас оно называется. И теперь все стало уже, что это мясо уже, как говорят, у кого есть деньги, только купит. А раньше это было просто еда для людей. Соответственно, нафига им еще надо было ту рыбу ловить. Я думаю, что с этим это связано. Когда-то просто в Аргентине до хрена было мясо. Для обычного человека ему было свободно его, доступно. Так. Леонид, вы полюбили рыбалку в Аргентине, когда жили в Украине, чем больше нравится рыбалке? Смотрите, я с детства, я вообще-то как бы это самое, родился-то в селе, соответственно, у нас была река, у нас был лес, я ходил за грибами, я ходил на рыбалку еще школьником, еще дошкольником, с старшим братом ездил, еще малым, блин, на всякие рыбалки, окуньков, юнов, руками рыбу ловил, нырял, по пещерам лазил. Так что это было увлечение с детства, а не то, что я в Аргентине полюбил рыбалку. Нет, потом в Аргентине много лет я не занимался никакой рыбалкой. Надо было работать, зарабатывать на жизнь, какая нафиг рыбалка. Потом как-то уже начало потихоньку, смотришь, выходной день, думаешь, ну а что бы не посидеть где-то там с удочкой, вспомнить. Тут удочку как раз один аргентинец подарил, она ему не надо было. Ну вот взял, пошел, думаю, а что тут, река же есть, думаю, что-то я как-то вообще выпало у меня за головы, что можно с удочкой посидеть. Ну вот, пришел вот в этот парк, закинул удочку, рыбка поймала, Света поотдыхала здесь под деревьями, как говорят, вот как я сейчас в тенечку, а я там с рыбаками постоял, мне понравилось, вспомнилось, думаю, что-то я, блин, вообще как-то тупо, блин, все время работать, что-то совсем как-то про жизнь такую обычную забыл. Ну и больше начал этим, как выходной день, я так сюда в парчик, Света отдыхать, повяжет, посидит что-нибудь там, с кем-нибудь по телефону поболтает, а я там с рыбаками, с удочкой посижу. А так вот уже, блин, опираться на это не очень, а так вот получше будет, мне и отсюда видно. И так и пошло, а потом начали видео когда снимать. Я на испанском позже начал снимать, сначала на русском, просто там про свою жизнь в Аргентине, а потом на испанском начал снимать. Думал, не снимал, думал, да, будут насмехаться, там акцент не такой, произношение слов, может, не такое, а им наоборот еще больше это нравится. Никто никогда в жизни не сказал там насчет, что ты там неправильно произносишь слова, что не ложить, а класть. Это только, блин, вот в этом. Вечно тебя кто-то пытается поправлять, а вот не так, а вот не так, а вот не так. Вот в Аргентине такой дурной привычки вообще нет, кого-то поправлять. Если ему что-то не нравится, он может, промолчать. Но, блин, вот лезть тебе там поправлять, указывать, как ты, блин, должен жить, что ты должен говорить, какое у тебя должно быть произношение. А то это вот не так, как он привык, вот такого говна в Аргентине вообще не существует. Соответственно, мне понравилось, я начал, сдружился с теми, они, им даже интересно, что кто-то приходит ловить. Я там мог взять и что-нибудь в интернете посмотреть, какие-то, скажем так, рыболовные плюшечки, рыболовные всякие наши хитрости, там, которые, там в русскоязычном интернете существуют, попробовать здесь. Им это очень заинтересовало. Вау, а как это так, типа, ловить? Они так вот ловят, а ты раз там что-то нашел, какую-то другую фишечку, и что-то поймал. И всех это интересует. И таким образом загорелся больше и больше. И теперь одно из увлечений стало такое. Что я в этом нахожу? Как правило, рыбу я не тащу домой, так что тут сразу не скажу, что тут я зарабатываю на рыбалке. Нет, не зарабатываю. Я в основном беру всю рыбу, только и то, не маленькую, а всю я имею в виду, если в океане. В океанскую рыбу я беру. А так, вот что я за последние несколько лет вот один раз 4 карпа взял. И все, для попробовать филешки снял. А так я в основном отпускаю или дарю кому-то рыбу.
Ну, во-первых, это отдых. Когда ты на рыбалке с друзьями шебуршишь, у тебя голова меньше забита всяким политическим и экономическим говном. А просто ты отдыхаешь немножко и все. Жизнь-то все-таки проходит, мы же не молодеем. Это раз. Второе, на свежем воздухе находишься, если есть такая возможность. Я сам по себе, как бы так официально и неофициально, я монотрибутист. Монотрибутист – это типа частный предприниматель официально в налоговой инспекции, который занимается продажей рыболовных и спортивных товаров, сервисом компьютерным. И 3 деятельности можно. И одна деятельность – это у меня YouTube. Вот. Соответственно, так как я сам по себе предприниматель, мне не надо работодатель никакой, никто. Мне не надо идти на 8 на работу, приходить в 6, 8 снова на работу, приходить в 6. Нашел работу, есть работа, делаешь хоть день и ночь, хоть субботу-воскресенье. Нету, или уже все сделал, и сегодня считаешь, что ты все равно нечем тебе заняться. Можешь взять и поехать на рыбалку, заодно видео поснимать, и поотдохнуть и себе, и приятнее, и людям приятно. Вот и все. Так что вот и что я получаю с рыбалки. Удовольствие получаю с рыбалки. Мне нравится. У меня очень хорошие, в принципе, отношения, так сказать, с аргентинскими рыбаками. Меня многие, ну, как бы знают, все-таки как-никак. Основная масса моих подписчиков – это Аргентина. И на канале испанском. И 140 тысяч человек – это хорошее, как говорят, количество, чтобы попасть специфических людей. Когда попадаешь на рыбалку, практически всегда встречаешь кого-нибудь, кто смотрит твою рыбалку. Так что нормальные отношения, нормальное общение, это дает здоровый образ жизни. Почему бы и нет? Это нормально, считаю. Должны быть какие-то такие заботы. Как меня видон после вчерашнего спорта. Такс. Что еще? Так, Леонид, помню, был сильный ветер, сломал цветок огромный железный, не знаю, как называется. Его отремонтировали. Смотрите, ветки, по-моему, подняли. Мы как-то проезжали мимо него несколько недель назад, то уже он не валяется просто так. А вот работает ли он, закрывается, открывается, это я не знаю. Я около него не останавливался. Но да, этот цветок, который около этого самого, на Либертадоре, да, вот это уже сильный ветер, про который я говорил, это в прошлом году, в декабре, вот тогда его и сломало. Пару лепестков с него свалило. Так, Леонид, скажите, какая ваша любимая певица или певец из Аргентины? Мне очень нравятся песни покойной певицы Гильда. Она погибла в автокатастрофе со своей семьей в 96-м году. Очень приятный был голос. Да, я знаю даже, где она попала в катастрофе. Там частенько по этой дороге проезжаю. Там до сих пор стоит и вот этот, где люди останавливаются, там цветы ложат и все такое. Вот. Ну, не знаю, я не увлекаюсь аргентинскими песнями, так что не могу сказать, чтобы я слушал аргентинские песни. Потому и не скажу, что у меня есть какой-то любимый певец или певица аргентинская. Я не слушаю аргентинские песни. Я в машине, если то в городе, слушаю аргентинское радио, там идут песни, но они интернациональные. На том канале, который мы привыкли слушать, там интернациональные. Там 2 секунды какие-то новости, что-то скажут или рекламка, а потом просто интернациональные песни. Так что так прямо вот слушать аргентинские песни я не слушаю. Так. 2 года в Кабо без адвоката можно получить гражданство? Не знаю, попробуйте. Но дело в том, что я уже когда-то говорил, не знаю как, думаю, что ни черта и не поменялось, думаю, до сих пор я все-таки прав со своими этими. И дело в том, что гражданство с адвокатом нельзя получать, а гражданство как раз получается без адвоката. Гражданство, в смысле, как бы в Конституции Аргентины написано, что это решение персональное, то есть ваше личное решение, и никакой адвокат не допускается туда в суд. Может, конечно, есть какие-то, которые нашли свои нычки, но когда мы делали гражданство, нам это сразу объяснили. Ребята, никакие адвокаты, никто не имеет права сюда войти.
Может, кто-то нанимает какого-то адвоката, который ему помогает собирать бумажки, подсказывает, куда идти, как, чего. Но это личное дело гражданства. Никакой адвокат за вас его делать не будет, его туда просто никто, блин, не пустит. Это обычно разводил его адвокат. Там все понятно без адвоката. Вы приходите, вам говорит секретарша от судьи, которая, что вам надо принести, какую справку на следующий раз, вы ее приносите, отдаете, она вам говорит, что вам следующий какой шаг, вы делаете этот шаг, отдаете еще такую справку, приходите, вам говорят, что надо третье, вы это делаете, и все. Я вообще не знаю, нахрена адвокат при получении гражданства. При каком он там прибамбасе, блин. Так что, не знаю, если вы такое спрашиваете, наверное, вы думаете, что здесь надо адвокат какой-то для получения гражданства. Реально, по закону, он тут даже недопустим. Его даже не надо, чтобы он там был, никакой адвокат. Если кто-то говорит, что он вам сделает гражданство, я так думаю, что он вас просто разводит. Ну, каждому свое. Вы считаете нужным, что вам нужен адвокат, берите адвоката. Лично я бы в жизни не пошел бы ни к какому адвокату по поводу получения гражданства. Идете, блин, в трибунал, говорите, что вы хотите получить гражданство, вам назначат судью, скажут, какой судья вот типа будет заниматься вашим гражданством, где он сидит, и его, ну, как бы адрес юридический. Вы идете туда, в этот кабинет с этой бумажкой, показываете, что вы будете делать, ну, подавать на гражданство, и секретарша этого, у каждого судьи есть своя секретарша, которая ведет, как говорят, дела и готовит бумажки. Отдаете и говорите, вот меня прислали к вам, я буду делать гражданство. Она берет ваши данные, записывает и говорит, хорошо, следующий шаг такой-то, принеси мне справку о несудимости. Ты идешь, блин, ищешь эту справку, кто там тебе будет делать, то ли посольство, то ли ты кого-то попросишь в своей стране, они тебе вышлют. Приносишь эту справку. Она говорит, теперь принесите справку о ваших доходах, то есть с чего вы живете. Если у вас семья, с чего ваша семья живет. Кто-то скажет, я живу там, не знаю, с аренды. Кто-то скажет, я монотрибутист, пока справку, что он типа напечатает. Кто-то еще что-то предоставит. Ну, то есть сам факт того, с чего вы живете. Что вы, ну, вы же не крадете деньги, а живете. Потом вам еще раз могут попросить подтвердить это, что справку там, с чего вы живете через определенное время. Потом еще что-то скажет. Потом скажет, идите, дайте объявление в газету, что вы получаете гражданство. Здесь есть такое, что вы должны дать в газету и будете ждать определенный срок, что никто ли не заявит, что он против. Потому что может кто-то найдется и скажет, о, не, я знаю, он не имеет права его получать. Там пойдет, а там написано, я такой-то, такой-то буду получать гражданство, мои дела ведет там судья такой-то. Его данные такие-то, если кто-то имеет против меня, там, трали-вали, блин, обратитесь к этому суде. Если проходит определенный срок и никто ничего против вас не сказал, вас вызывают, вы там сказали, клянусь, типа, быть хорошим гражданином Аргентины, все, получили свои документы, свалили. И в чем, блин, прикол вот этого самого адвоката, я вот не пойму. То есть, что он там делать будет? Ходить за вас бумажки собирать или что? То есть вот как бы я вот даже и не знаю, нахрена он и нужен. Ну, если кому нужен, пожалуйста, конечно. Да, спасибо, да, тут насоветовали. Ну, насоветовали, только насоветовали. Ну, это дело по закону, это каждого человека лично дело. Принимать гражданство, не принимать гражданство. А еще вам не насоветовали, что от аргентинского гражданства нельзя отказываться. Ну, нельзя отказаться. То есть, если вы думаете, что, не, потом мне не надо будет, типа, нафиг надо, отдам, ага, не отдадите. Вы становитесь, как говорят, это гражданином и налогоплательщиком Аргентины. Надо вам это учитывать. Так что это делается так, это делается все гораздо проще, чем, ну, тут, знаете, как вот в том мультике, нормальные герои всегда идут в обход. Типа, блин, так и тут. Вот, нормальные герои всегда идут в обход. Они где-то что-то там насоветуются, пойдут куда-то. Пойдите в трибунал, подайте на гражданство. Скажите, вам пошлют к какому этому. Пойдите к нему, отдайте секретарше бумажку, что вас прислали, она вам все будет говорить. Чего принести. Как оно у вас есть, вам никто сроки не ставит. Потому и тянется долго, потому что там нету такого, что принеси мне на послезавтра такую-то справку. Вот, допустим, вам говорят, следующим этапом вы должны дать мне справку о несудимости в вашей стране, где вы раньше жили.
Вы, блин, начинаете искать эту справку. И все, кто-то, может быть, имеет кучу связей, и он там эту справку, или он уже ее добыл, он ее через неделю принесет. А кто-то пока подаст посольство, пока посольство почешет репу, пока он оттуда запросит, пока оттуда придет, блин. Смотришь, полгода прошло. Припираешь через полгода эту справку. Во, а полгода уже прошло, а потом говорит, ну я ж получил только через полгода. Ну правильно, так ты же сам полгода справку искал. Потом другую, говорит, справку. Принесите мне там справку о вашем домициле, там, полиции. Ну, побежал быстренько в полицию, сказал, мне надо для гражданства справка такая-то. Они через 3 дня тебе ее или через 2 дня дали. То есть они как делают там. Приходишь, говоришь, мне надо справка о домициле. Они спрашивают, а где ты живешь? Вот такой-то, такой-то дом. Хорошо, завтра наш работник тебе принесет. Приходит полицейский, звонит в двери. Если это ты, блин, значит это ты, все. Или может у Энкаргадо спросить, живет тут такой или нет. А если приходит туда, а там такого Васи нет, значит нет, тебе не отдали. Тут просто проверяется твое как бы домицилио. Приходит полицейский на адрес, который ты сказал, да и смотри, живешь ты там или нет. Если живешь, тебе справку дал, иди относись себе на гражданство. То есть тут как бы фокусов я вообще не вижу. Нахрена надо вот адвокат в этом вопросе. Тем более он даже и запрещен. По-моему, это, как всегда, была такая, знаете, здесь, ну, к примеру, не буду там, не хочу никого там не оскорбить, ничего, ну, к примеру. Тут кто-то приехал, нашелся помогатор, который ему там, не знаю, за $30 показал, куда сходить. Ему стало обидно, он на следующий день, блин, встретил такого же, который приехал позже его, и тут же за $30 показывает ему тоже, куда надо сходить. И вот это вот, блин, рулетка отбивания бабла между своими, блин, и советуют вот эти, куда пойти, чего пойти, друг за другом ходят. Тут вместо того, чтобы просто пойти самому что-то узнать, спросить на конкретно. Тем более сейчас же проще. Мы раньше со словарями всякими бегали, потому что языка не знали. Сейчас все с телефонами, на телефонах эти переводчики чуть ли не вживую, блин, разговаривают. Сейчас же не надо особо даже пудрить себе мозг, чтобы понять, что тебе говорят. Сейчас же общаться намного веселее и быстрее стало. Какая красота на природе, блин, в Буэнос-Айресе, смотрите. Сколько там у меня лайков? Так, все? Наболтались? Никто ничего больше не пишет? Будем завязывать? Блин, батарея сейчас 100%. Скажите, можно ли иметь свой огород в городской черте Буэнос-Айреса? Смотри, а где вы собираетесь его тут найти, этот огород? В городской черте? Ну, наверное, можно, если вы живете, то тоже город считается. Вот, допустим, вот тут вот вон дома. Вон дома, видите? Вот дома. Это тоже город Буэнос-Айрес, но это уже пригород, то есть не Капиталь Федераль, а пригород. Это Висенте Лопес. Там дальше Сан-Исидро, там дальше Тигры, и там дальше и дальше все время больше и больше частного сектора. И в них есть свое патио у нас называется, то есть свой дворик маленький. И если он решил вместо бассейна, хотя аргентинец там поставит Парижу мангал, и поставит бассейн, потому что жарко, он выйдет, сядет вот так вот, поставит стульчик около своего бассейна, положит на мангал что-нибудь и будет там винцо попивать и, как говорят, мяско жарить. И в бассейне под зонтиком. Но если вы считаете, что вам вместо этого нужно вырыть там теплицу, то никто вам не запретит, это ваше патио, вырыйте себе теплицу и поставьте там огурцы. Спору нет. То есть в таком случае, да, в частном секторе, если вы не хотите бассейн, не хотите мангал, не хотите сидеть там под зонтиком около мангала, около бассейна, то, конечно, да, можно там сделать теплицу или выкопать погреб какой-нибудь, или можно даже там, не знаю, огурцы посадить. Дикий ангел смотрел? Нет, не смотрел. Прикидывайте, не смотрел я Дикого ангела и смотреть не хочу. И не тянет меня, блин, на Дикого ангела. И Наталья Орейро не аргентинка, вы же знаете, да? А уругвайка. А Уругвай это вон там, за речкой, вон там Уругвай, вот там река. А вот на другой стороне реки там Уругвай. Знаете, да, про эту реку? Эта река называется Ла-Плата.
Эта река формируется из двух большущих рек, которые впадают то там в Тиграх за Буэнос-Айресом, сливаются в кучу. Одна из них это Парана, и другая из них это Рио-Уругвай, речка Уругвай тоже называется. И вот таким образом получается такая река. Вот в Википедии, если вы наберете самая широкая река в мире, то это и будет вот эта река Ла-Плата, которую я вам показываю. Вот эта река, это самая широкая река в мире. Вот. И когда сильно хорошая погода, и вы залезете на 15 этаж дома в Буэнос-Айресе, то вы можете увидеть оттуда даже далеко-далеко берег Уругвая. Вот. А так, конечно, не увидите. И эта река принадлежит обоим странам, то есть у нее нет разделения между Уругваем и Аргентиной, типа посередине реки. А вся река принадлежит обоим странам. Это такой интересный факт, как бы вам. Так, у аргентинцев есть дачи? Да, есть, только, они не дачи, где они там роются в огороде, а домики, которые покупают, вот, допустим, он живет в Буэнос-Айресе, но он себе еще купил себе или квартирку, или домик в каком-нибудь городке на побережье. Это и является его дачей. То есть они туда приезжают на отдых, когда не могут приезжать, сдают, вот такого стиля дачи. То есть таких дач я ни у кого не слышал, которые, чтобы купили себе домик для того, чтобы там стоять раком и выращивать огурцы, помидоры и картошку. Максимум какие-то цветочки, какие-то вазончики там посадят, но для отдыха, не для пахоты, а для отдыха. Для такого, да, дачки есть. Если есть у вас возможность купить домик там на океане, а по делам вам надо жить в Буэнос-Айресе, вы покупаете, живете в Буэнос-Айресе, а туда приезжаете на отдых, на субботу-воскресенье, на выходные, но это на отдых. На отдых. Я нигде не видел, чтобы туда приезжали для того, чтобы там пахать. Типа огород у него, там теплица и все такое. Вот. Так что говорят про Месси? Ничего не говорят про Месси. Месси футболист хороший, самый почитаемый сейчас в Аргентине, Марадоны уже нет, так что, но чтобы все ходили и говорили про Месси, то нет, у людей своих забот хватает. То есть просто так про Месси не говорят. Когда футбол, тогда и говорят. Когда нет футбола, не говорят. У тебя какой лодочный мотор? Нет у меня лодочного мотора. Вот. Прикидайте. Так. Во, мы стримим сегодня. А у меня еще 100% заряд батареи. Прикидайте мне. 100% заряд батареи. А мы стримим уже. Сколько мы тут торчим? 2,46. Вот это да. Вот это дали. Вон люди фоткаются около Сейбо, около деревьев цветущих. Даже активность в парке немножко поубавилась. Школьников развезли. Вон автобусы уезжают, школьников развозят в детские садики и повезли на обед. Так что да. Потому и активность в парке поубавилась. Видите, как классно, можно спокойно прийти, лечь в парке, отдохнуть, постримить, никто тебе, не мешает, никто тебе тут не тыкает, не пшикает, не рассказывает, что ты тут лег, что ты тут не то делаешь, или все, проходят, здороваются люди друг с другом. Ладно, народ, наверное, если нету вопросов, то будем собираться. Сейчас почитаю, что-то какой-то появился. Так, в школе среди мальчишек только и разговоров, что про Месси. Может быть, да, в школе, конечно. Мальчишки все тут футбол любят, все тут увлекаются этим. Может, мальчишки, да, но я говорю по улицах про обычное общение людей, то, конечно, когда футбол, тогда и Месси. А когда нет футбола, то у людей, или экономика, или работа, или отдых, то есть... А мальчишки всегда себе героев ищут, школа. Таким президентам аргентинцам нужно перенимать опыт стоять раком на грядках. Да переживут. Они всех, господи, это же не первый и не последний президент. И этого переживут, все будет окей. Меньше всего надо думать про, как говорят, про президент, про не президент. У вас что, своих забот не хватает. Надо, как говорят, мир меняется, и это меняется, и все поменяется. Слава богу, у нас не было еще ни одного президента в Аргентине, который бы больше 8 лет тут правил. Так что
Все будет окей. И с этим все будет окей. Замечательно пальмы растут. Да, пальмы тут у нас до черта. Пальмов тут хватает. Чего-чего, а это такое есть. Так что все будет окей. Научатся тут и, блин, этих... У нас был период, когда тут президент, я точно не помню, чтобы не сказать, так сказать, лишь бы сказать, но вот в 2000-х годах где-то, там этих президентов штук 7, наверное, изменилось за какой-то короткий период, типа там за 2 недели, что ли, вот, или за 3 недели, там их штук 7 изменилось. То есть залетали, вылетали, утром присягу принял, вечером отрекся, утром присягу следующий принимает. Так, к вам в гости теща приезжает давно уже, сейчас не приезжает, давно приезжала. Бананы, кокосы тоже растут. Да у нас все растет, все у нас растет. И бананы бесплатно растут, и апельсины растут, все растет. Прикидайте, и шелковица росте, блин. Я даже березку видел. Так что не переживайте, все у нас есть. Пальмы есть, бананов есть, всего хватает. Ладно, ребятки, я вижу, что и правда уже всем начинает немножко натужно сидеть. Почти 3 часа сидим. Так что давайте, как говорят, будем пока завязывать с этим делом. Пойду-ка я поеду, может, еще что-нибудь посмотрю, кофейку дома попью, пообедаю, позырюсь, что там за крики нынче в мире происходят, что там делается с валютой, что там с Трампом делается. Америка, наверное, вся там от радости прыгает. Надо ж теперь посмотреть что-нибудь. В принципе, брехня, потому что мне просто надо сложить еще пару рекламных видео еще на один канал, который у меня есть, потому что я их заснял, но еще не сложил. У меня еще есть один каналчик такой небольшой, который я только начал развивать, по обзор на товары, на рыболовные от магазинчика. То есть вот в магазине есть товары. И там же сухо фотка, описание. Ну, а так как это интернет-магазин, пощупать нельзя, я начал снимать такие обзорные небольшие ролики, которые показывают, как он выглядит и все такое. И вот наснимал там, допустим, удочка какая-то. Ну, ее раскрыть, показать, помахать, какая она, чего она. И вот таких видиков еще уже наснимал, но надо еще их помонтировать все и повыставлять. Так что вот так. Опять же, надо фейсбуком заняться. Там что-то они меня давно не видели. ТикТоком, который уже давно не тиктокаю. Так, насекомых много. Ну как, нормально, я бы не сказал. Сейчас вот смотрите, ну ничего, сижу сколько, 3 часа, ничего мне не мешает. Даже мурашки на меня сейчас не лазят. И когда бывает сезон комаров, то комары, конечно, могут подоставать. Но это же не все время, это определенный сезон, тем более, ну, пшикалками надо зарядиться, как бы закупиться, которые против комаров. И этот сезон переживете. Во всем остальном таких молестов, ну как бы таких, которые вам бы надоедали жить, насекомых, то в принципе нет. Чтобы сказать, что тут прямо мухи как-то надоедает жить, такого нет. Если вы считаете насекомыми тараканов, их можно извести. В то же время, здесь, знаете, в Аргентине есть такие тараканы, здоровенющие такие вот. Это которые летают по улицам, когда дождь идет, потом садятся, ну, они бегают по дорогам. Я раньше удивлялся, смеялся, я говорю, блин, это не таракан, это зверь какой-то. А так, да, животных именно, животных, не насекомых, а животных в Аргентине много, и это хорошо, и к ним относятся нормально в основной своей массе. То есть никто в голову не сбредет, если увидит на дорогу, перебегает животное дорогу, гнаться за ним, убить, чтобы его съесть. То есть такой херней тут не занимаются люди не дикие, не голодные. А, ну, пропустят, посмотрят, пофоткаются. А потому, да, именно такой животный мир в Аргентине довольно богатый. Рыбы тоже много. Из насекомых надоедающих практически, кроме комаров, так особо сильно и не назову, чтобы что-то такое было. Ну и то комары, комариный сезон. Не будет, к нему можно подготовиться. Купить всякие пшикалки, всякие, так сказать, дымучки, пылючки, которыми там извести комаров. И, ну, что сказать, в прошлом году они заколупали эти комары, потому что правительство не захотело с ними бороться. Потому что прошлые правительства, они боролись с комарами. То есть, когда наступал период комаров, они по паркам ходили люди с такими этими
рюкзачками, оттуда дым выходил, и в траву дымили, и там убивали этих комаров. По кампингам тоже ездили машины, и там стояли такие дымовые приспособы, которые там дымом каким-то тоже обкуривали эти кампинги. То есть была такая, ну, как бы публисидад, это пропаганда, что там типа не оставляйте воду, чтобы не разводились комары на открытой местности, там 5-е, 10-е. То есть была такая вот, ну, как бы пропаганда против комаров, и было такие меры, которые принимали для того, чтобы комары не разводились в парках, во всяких кемпингах, во всяких. Это же правительство посчитало, что это лишние растраты, так что пускай кто как хочет, так сам себе, блин, и спасается. Так что, соответственно, все только сами себе дымочками там и всякими штучками, блин, от них спасались, но в то же время я не видел, чтобы кто-то парки обрабатывал, там еще что-то такое. То есть, конечно, в этом плане спасайся кто как может. Ну, мне лично оно не особо мешает. То есть, меня они не сильно любят, может, я не очень вкусный. То есть, покусали, да и перестали, пережить можно. Так. О, класс. Так. Газеты какие выпускают на русском. Откуда вы вообще взяли, что здесь, блин, здесь страна испаноязычная. Откуда тут вообще что-то должно быть на русском? Не задавайте мне ерунду всякую. А какие передачи на русском, какие радио на русском? Ничего тут на русском нет. Ничего. Все. Тут все на испанском. Тут это испаноязычная страна, которая находится на другом конце света от России. Нафиг тут вообще что-то на русском, скажем честно. Или там на украинском, или на китайском, блин. Нету тут ничего такого. Тут все на аргентинском. Так, кроме комаров, смотрела одну блогерку, она сказала, что Аргентина кишит тараканами везде. Это правда? Нет, неправда. Вот, не кишит Аргентина никакими тараканами, блин. Ну, если у них где-то, во-первых, в каждом доме, ну, раз в неделю, раз в 2 недели ходят и, как правило, травят тараканов. Но ходят и травят, это одно дело, а то, что, как говорят, можно самому взяться и их вытравить, это другое дело. Мы, к примеру, тех, которые ходят по дому и от администрации дома и предлагают травить, мы их уже, ну, как бы не пускаем к себе сколько, да, много лет, скажем так, потому что у нас нет тараканов. Как только 1 или 2 где-то появились, мы сами с ними быстренько справляемся, и все, чао. И забыли. И сколько своим знакомым подсказываю, кто хочет, тот избавится от них только так, это раз. Второе, я лично, когда куда-то хожу, какие-то магазины, рестораны, там, друзьям, я не вижу никаких тараканов. Про каких тараканов вы говорите? Гина кишит тараканами. Ну, может, это у них дома. Тогда пускай потравят, да и не будет у них кишить тараканами. Вот. Могу даже подсказать, как это сделать. Очень просто. Берешь, покупаешь, идешь в аптеке. Называется Ácido Bórico. Кто не знает на испанском, как это называется, записывайте. Ácido Bórico. Спрашивайте это в аптеке, в любой аргентинской аптеке. Это такие пакетики с этой кислотой, борная кислота, Ácido Bórico называется. Борная кислота, пакетики такие по 3, по 5 грамм. Вот берете, покупаете несколько пакетиков, если у вас дома куча этих тараканов, у кого там блогерша, это может тоже записать этот рецепт и избавиться, и тогда в следующий раз, когда будет высказываться, сказать, что уже нет у нее кучи тараканов. Покупаете Ácido Bórico. Вот. Идете домой, варите крутое яйцо. Куриное, блин. Круто-круто его свариваете. Берете, желток отделяете от белка. Этот желток одного яйца, с одним пакетом, не жлобничайте, блин, не делите. Один желток круто вареный, с одним пакетом Ácido Bórico. Смешивайте, не бойтесь, блин, ничего с вами не случится, можете руками без перчаток это сделать, хотите, блин, перчатки оденьте. Смешивайте, перемешивайте, чтобы получилась такая общая труха, так сказать, полностью. Получится такая рассыпчатая у вас штука. Понасыпайте, блин, это Ácido Bórico, перемешанное с яйцом, по всем местам, где вы считаете, что есть тараканы. Если у вас есть какие-то собачки, ладно, блин, за холодильник, под холодильник накидайте. Ну, где они там есть, около воды, около кухни, где вы считаете, что они у вас там есть. Иди, муха, отсюда. И этот самый, блин, хочет в экран попасть. Сейчас муха к вам прилетит прямо в камеру, смотрите, видите, моргает. Это ж муха хочет сесть и прямо в камеру хочет сесть конкретно. И
с первого дня они не пропадут, но где-то дней через 10, через 2 недели вы видите, что они исчезли. Это единственный способ. Я сколько раньше тоже, когда приехали в эту квартиру, тут были тараканы. Мы там что только не делали. Все эти пшикалки, все эти против тараканов, вот дезодоранты, все это хрень, Что мы только не покупали в этих супермаркетах, ни черта не помогало, ни черта. Как только этим занялись, больше, мы забыли, что такое, тараканы. То есть 2 недели подождите, они все передохнут, никого не останется, ни одного таракана. Потом так, смотрите, раз в полгода увидели одного таракана, снова пошли, купили асидоборику, перемешали с желтком яйца, раскидали везде, Подождите, через 2 недели вы забудете, что такое тараканы. Бывает так, что соседи делают ремонт, и смотришь, они то ли от шума, то ли от чего, какими-то трубами к вам перебежали. Соответственно, то же самое повторяете процедуру. Мы практически сейчас уже много лет не страдаем вообще хренью тараканов. Вот вообще как-то. Изредка как-то там, не знаю, зимой, ремонт в доме, ремонт соседей, полы какие-то мешают. Могут появиться какие-то, но вот сразу, это моментально делаем это и забываем эту тему и больше не обсуждаем вообще. Потому я говорю, если у кого-то там, кто рассказывает, что кишит тараканами, воспользуйтесь моим советом, и через 2 недели вы снимете видео, где будете рассказывать, что у вас больше не кишит никакими тараканами. Так, производство снастей из Китая или собственное производство? Кое-что из Китая, кое-что. Не я конкретно покупаю, но есть поставщики большие, крупные компании на склады привозят целые контейнера, а потом мы у них раскупаем. А кое-что собственного производства. Больше всего, что продается, это, конечно, то, что собственного производства. Это определенные снасти и определенная прикормка, которая ловит больше всего. Вот это все собственного производства. Обезьяны присутствуют? Я не видел здесь. Туда поближе, по-моему, к Бразилии там есть. Здесь не видал. Какая стоимость земли? Смотри, Сергей, смотря где. Я же говорю, один раз я видел на побережье, далеко отсюда, и аж за поселком, там стоимость участка такая, под строительство маленького домика, как бы такая, знаешь, наподобие 6 соток. Стоило где-то около $4000. То есть ничего практически. Потом, допустим, есть поселки тоже на океане, наподобие Карелё. Там участок под строительство дома стоит $100 000. Вот вам и сколько стоит участок. Вот. Некоторые покупают просто землю около океана. Не буду тыкать, как говорят, пальцами, но, допустим, 9 гектаров купили за $400 000 люди в пустом поле. Так что цена разная, все зависит от места и совсем разная. Можно вот такую, а можно вот такую. Можно купить за 4, а можно купить за 400. Так, давно хотела спросить, Натали. О, активная участница наша, активная подписчица, это приятно. Так, в вашем видео были с друзьями на грибалке, и друг спросил вас, рыжик, червивый или нет, а вы ответили, что в Аргентине не бывает, так и таки не бывает червивых грибов. Это шутка была? Нет, не шутка, я не видел ни одного червивого гриба в Аргентине. Никаких шуток это не есть. Это правда настоящая. Иван, из России ничего не поставляете, из России никто ничего не делает, нету русских каналов, нету русских телевидения, нету русских газет, нету ничего такого, представляешь? Нету, как-то, обходится все своим, честное слово, не то, что там это совершенно никаких предвзятостей, это просто,
Ну, не видел я никаких русских товаров, блин, никогда. И даже не считаю, что... Особенно сейчас при нынешнем правительстве. Сейчас, по-моему, даже и с фирмами, которые здесь работали, контракты всякие поразрывали. Больше никто не хочет, блин, иметь дело. А ты, конечно, про какие-то товары оттуда. Тут свои, в принципе, не видел. Ну, может, кто привозит. Я даже когда-то гречку здесь покупал, но это привозят ребята. И здесь потом между своими распродают. Это да. Но так, чтобы типа официально привозили как бы такие корабли каких-то русских продуктов, не видел. Ну, типа, как вы знаете, говорят, там аргентинское вино в магазинах стоит. Вот я не видел никакого продукта, который бы я сказал, ну, может, подскажите, может, кто видел, чтобы в каких-то супермаркетах, ну, стояли какие-то русские товары. Я пойду сам посмотрю и куплю даже. Но просто я не видел, не встречал. Кукарача, да, правильно, Денис, кукарача. Это таракан кукарача. Снимали уже 3 различных квартиры в старых зданиях в Риколете. Ни в одном не было тараканов. Только один раз с улицы на балкон прилетел летом. Ну, это про тех летающих, что я рассказывал. Ну, это прикольно, это не те тараканы, которые у вас дома как бы живут. Бывает, там в старых дворах каких-то живут они, эти прикольные тараканы. Ну, это такое. Это больше развлекаловка для того, чтобы съемки делать, там, пофоткать, чем на самом деле это ничего тебе как бы не делает плохого. Вообще такое впечатление, что насекомых в вашем районе Буэнос-Айреса даже меньше, чем в нашем городе РФ было. Я вообще вам даже скажу больше, что вот, к примеру, в Буэнос-Айресе есть определенные районы, которые, ну, я не знаю почему так, но вот, к примеру, возьмем Бельграну. Если вы будете видеть прогноз погоды, вот, к примеру, говорят, завтра целый день будут грозы, в Буэнос-Айресе конкретно. Вы, если будете начинать обращать внимание, вы увидите, что, к примеру, в районе Бельграну практически гроз не будет. Или там дождя практически не будет. Это будет редкость. То есть будет везде бомбить там, блин, по окраинам Буэнос-Айреса, там, блин, здесь, над рекой. А вот в том районе, ну, прямо до смешного, до какого. Я уже всегда шучу. Вот с температурой гадают, а вот именно с этим будет. Не то, что скажешь, о, не, в Буэнос-Айресе не было дождя, соврали. Нет, будет. Он там будет где-нибудь, Авижанеда, там еще где-то будет бомбить тем дождем, аж свист стоят ими. А вот тут вот не будет. Тут прямо какая-то магнитная аномалия. Будет сидеть и солнце будет светить, блин. Так что всякое может быть. Может и так. Аргентинцам можно посещать все страны Южной Америки без визы или нет? По-моему, да. По-моему, все страны Южной Америки можно посещать без визы. И даже Европу безвизово. Почему же сюда едут за паспортами? Потому что и Европу. Раньше, когда я сюда приехал, и Америка была, США тоже была безвизовая. Так что это уже после наших передряг этих 7 президентов, там уже такие все начали, не знали, куда деваться, вот ввели визы на Америку. Да и то их получить, аргентинцы, это, честно говоря, больше формальность, чем на самом деле виза. Вон мой сын пошел, там, блин, только аргентинский паспорт взял, пошел туда, ему сразу на 10 лет шлепнули и все. Эту визу он туда один или 2 раза уже бывал, но в принципе это вообще, ну, как бы больше формально. Если реально ты аргентинец, то больше формальность, чем на самом деле, ну, так бы преграда. Если ты, конечно, видно, что не аргентинец, а с паспортом аргентинским сразу бежишь в посольство, то, наверное, это будет другие отношения. Но если аргентинец, то особо им беспроблемно. А так у нас же Меркосур существует. Меркосур — это такое объединение латиноамериканских стран, в которых Аргентина входит, и все. И это люди, которые могут, как в Евросоюзе, туда-сюда и ездить, и жить, и работать. Так вот, и все. Так что да. Ну, я по всем не катался, но вот мой сын катался там в Чили, с Чили, то есть просто по внутреннему документу аргентинскому. Я ездил вот в Уругвай несколько раз, сколько там, раза 3 тоже, просто даже никакого паспорта не нужно, ничего, просто по внутренней пластиковой карточке аргентинской проехал, да и проехал. Когда спросят, когда и не спрашивают вообще тебя твой документ. Авер. Леонид, у аргентинских рыбаков тоже правило молча ловить рыбу, как в России говорят, тихо, а то всю рыбу распугаешь. Да ну, не смейтесь. Аргентинские рыбаки, это крик такой стоит, блин, такой шум не стоит никакой. У нас никто тут никакую рыбу, блин, не распугает. Тут наоборот, тут такая веселуха.
не видели, посмотрите мои рыбальские видео. Какое это самое, как мы называем, киломбо, то есть какое шумиху, какой этот самый мы устраиваем, когда там у кого клюнуло или не клюнуло, или наоборот. Тут такие крики стоят. Тут все, блин, рядом костры горят, мясо готовят, если это с ночевкой. Там кто винчик попивает, кто не попивает, это уже 10. Это если с ночевкой. Если без ночевки никто никаких винчиков не попивает. Все шумят, могут и радио врубить, блин, могут. Ну, это не очень принято, потому что, ну, как бы считается, ты на природе, и нафиг надо радио на природе. Но, никаких вот этих сидеть, не говорить, наоборот, это вот шум, гам, это такое, как это самое, веселуха еще там. Нет, тут такого, типа, ловить рыбу в тишине, это ерунда какая-то, это старые забабоны. Это как это, знаете, старый забабон, что надо, чтобы рыба крючка не видела. Да, она спонтом увидит крючок и не клюнет. Наоборот, на краешек крючка что-то одела, а весь крючок торчит, как вся рыба только так ловится. Так и тут. Какая там всю рыбу распугаешь. Тут крику, блин, больше, чем на дискотеке, когда на рыбалке. Дядь Лень, вы сегодня стахановец, пора идти пить пиво и есть огурцы. Спасибо за ответы на вопросы. Пожалуйста, Славик. Огурцы, кстати, сегодня видел немецкие огурцы. Баночка небольшая, в Карифуре завезли. Кто в этот Карифур ходит, посмотрите. Немецкие классные маленькие огурчики, хрустящие. 6 тысяч банка. $6 банка. Сегодня как раз видел. Стоит прямо целая большущая гора в Карифуре немецких огурчиков. Сегодня. Так что кто там из моих подписчиков, кто живет тут рядом, там типа Саша, там ходят в тот же самый Карифур, что и я. Идите, там сегодня немецкие хрустящие маленькие огурчики полно, по 6 тысяч банка. Так, из русских товаров встречала только косметику российской марки Natura Siberica в сети магазинов Энельдо. Ну да, Natura Siberica мы раньше покупали, ну это да, есть. Я просто за нее забыл. Света раньше покупала эту Natura Siberica, да. Вот, косметику. Ну, мы там в одном, тоже в другой, китайском одном покупали. Ну да, такое есть точно. И Света и брала. Спасибо за интересный стрим. Скажите, пожалуйста, с 18 лет подавать на гражданство, а нужно еще 2 года прожить или учитывается года проживания до 18 лет? Это я думаю, что учитывается вот проживание ваше хоть и с детства здесь. Я не могу, может ошибаюсь, но я думаю нет. Я думаю, если вы здесь жили до 18 лет, это все учитывается уже за стаж проживания, даже если вы тут ребенком приехали, это все учитывается. Так что если, ну, к примеру, ты приехал в 15, тебе 18, ты подаешь на гражданство, это учитывается, что ты здесь уже прожил 3 года. Мне кажется, это так. В всяком случае, я никогда не слышал такого, что учитывается от 18 лет. Открывается стаж проживания, а не от скольки годов ты проживаешь. Сколько олигархов живет в Аргентине, я не считал. Так, супер насыщенной информацией. Спасибо, Алина. Алкашей много в городе. Ну вот, приезжают некоторые сейчас в последнее время. Алкаши в город. А так аргентинцы практически их алкашами не назовешь. Даже бомжи не алкашатничают. То есть в каком плане? Пить-то они пьют, и винчика попьют, и даже могут изредка там что-то шумануть. Но таких алкашей, как приезжают, тут Аргентина своих таких не имела. Которые действительно напьются и потом куролесят по улицам, то нет, это все приезжие. Так, добрый день, спасибо за... Так, хотите, пожалуйста, при запросе на получение гражданства по достижению 18 надо прожить 2 года. Спасибо большое. Я говорю, я думаю, что если жили здесь раньше, а потом исполнилось 18, то это уже будет учитываться, что вы уже здесь жили. Я думаю. Леонид, приезжайте к нам в Израиль на рыбалку на реке Иордан, на озере Кинерет, не пожалеете. Спасибо, Денис, спасибо. У меня там есть один товарищ мой, живет, но я, правда, там никогда не был.
Во, Алина пишет, недостатка маринованных огурчиков в Аргентине нет, подтверждаем, постоянно покупаем. Единственное, что, смотрите, аргентинские, они какие-то, ну вот немецкие классные, немецкие вот эти маринованные огурчики, а именно аргентинские, они там как бы, как уксусные, что ли, они туда столько уксуса нафигачат, что, конечно, немножко не то. Во, я вас приглашаю, жильем и так далее обеспечим. Вау, спасибо. Спасибо. Осталось только на билетик накопить. Попробуйте кофе Бушидо, если в Аргентине оно продается. Премиальный швейцарский кофе растворимый, правда. Ну, попробую обратить внимание, если продается, попробую. Ответ про алкашей аплодирую стоя. Спасибочки. Ну, это правда, что тут, блин, это правда. То есть таких алкашей, которые напьются и буянят, и ходят по улицам, и, как говорят, это фокусы и цирки показывают, это только приезжие. Местные, даже если они тихонечко, ну и то, это бомжи, я имею в виду местные, потому что так я вообще-то не видал. Ну, может, большущая редкость какая-то, но там с какого-то праздника что-то сильно перепил. Да и то его, наверное, довезут куда-то, он там не будет шастать по улицам. А тем более приставать кому-нибудь. А бомжики, да, они там винца, я видел, периодически выпросят в каком-то китайском магазинчике, там бухнут, тихонько сидят, что-то друг с другом ворнякают, там видно, что около них там валяется этот пакетик, термопак, которым там с-под вина. Но они не пристают к прохожим, они не лезут, как говорят, не нарываются на неприятности, они себе там это свое, там что-то бурчат между собой, и все. А я знаю таких, которые, основная масса, которые куролесят, так это только приезжие. Так, стахановцы работают. Ставите там это лайки, все, да, потому что это активность, это продвижение. Ну, вы понимаете, алгоритмы Ютуба, там все же вам так рассказывают, и мне же надо повторять. Потому что алгоритмы Ютуба, чем больше сидишь, тем больше там это, тем больше, как бы, сообщений, активности людей. Тебя продвигают вперед, все выше, выше и выше. За что же мне кнопку как-то дали? Света смеется, говорит, сколько там, типа, 100 тысяч и 10 человек. Сейчас, говорит, 10, про рыбалку поставишь видео, 10 человек отпишутся, снова без кнопки будешь, приедут, заберут. Да. Не, ну там уже больше, там уже что-то за 100 больше перевалило. Так что уже не заберут, надеюсь. Ой, шучу. Так, как вы думаете, какое основание у ребенка на получение паспорта по достижении 18 лет должно быть основанием, если он собирается дальше поступать после школы в универ? Спасибо большое. То есть у вас еще нету документов, да, никаких, и просто потому, что ему 18 лет исполнилось? Я не думаю, что просто исполнилось 18 лет является основанием для получения гражданства. Вот честно. Надо, не знаю, надо что-то придумать. Потому что есть... У нас было, я могу рассказать только про то, что было у нас. Потому что, наверное, законы, знаете, как бы у нас это было давно, и сейчас могут быть вполне какие-то более другие там закончики придумали, которые я не знаю, и вдруг потом наговорю, а оно не так. Насколько я знаю, основанием для получения гражданства является так. Ну, к примеру, у нас было. Но тогда был специальный контракт такой с Украиной, еще Менен подписал, уже умер этот Менен, президент был тогда. То есть мы получали визу на год с правом работы, с правом, нам объясняли прямо при получении визы, с правом того, что если вы прожили год и вы хотите ее продлить, то вы можете ее продлить еще на год. Если хотите еще продлить, можете продлить еще на год, то есть 3 года. Если вы прожили легально в стране 3 года, вы имеете право попросить перманенты, то есть постоянку. То есть это не гражданство, это постоянка. Ну и после постоянки там уже можно пробовать подавать на гражданство и все такое. Но гражданство не является, как вам правильно объяснить, не есть обязанность Аргентины давать тебе гражданство. Это твое право его попросить, но тебе могут и не дать. Я знаю одну женщину, у которой дети имеют гражданство,
уже взрослые. А она мне компьютер приносила на ремонт пару раз. А она вот это самое живет здесь, ну, больше меня, наверное, уже. И она подавала раза 4 на гражданство, и все 4 раза почему-то отказала. И, не знаю, я точно не уточнял, почему, прямо вот так лезть в кишки человеку, знаете, а почему, а что ты там. Может, она что-то не так говорила, но ей отказали 4 раза. Она так и живет с постоянкой, но гражданство ей не дали. Хотя дети уже имеют гражданство. Да я, правда, это единственный случай, что такое знаю. Это она мне сама рассказывала. Потому что, ну, так разговорились, она мне компьютер очередной раз приносила на ремонт, разговорились, она мне рассказывала. Так что вот. А так для гражданства что нужно? Или у вас родились дети здесь, тогда они становятся, имеют гражданство, и вы можете по детям попросить тоже гражданство, вам могут дать. Они автоматически становятся гражданами, они здесь родились, а вы имеете право и основание его получить. Если вы вышли замуж или женились за аргентинцем, это тоже всегда было, раньше пользовались даже просто для получения гражданства, делали фиктивные браки, все это было. Вот, это 2. Третье, даже и не знаю, что там третье. Ну, то есть, не так уж много прямо вот оснований, на котором тебе могут дать. То есть, конечно, находят всякое. Находят, что там они не могут жить в своей стране, потому что там преследуют, к примеру, там геев или лесбиянок. А они такие. А у нас это не преследуется, у нас это разрешено. Кстати, сейчас это неделя их. Прикалываюсь. Правда, по Фейсбуку такое видел, но фотками прикалываюсь просто. Но, в принципе, у нас, ну, как бы, они никому не мешают, и они нам не мешают, мы им не мешаем, никто никого не запрещает ничего. Так что, ну, а если в некоторых странах это запрещено, соответственно, у них уже есть повод им попросить, как бы, жить здесь и становиться гражданами и все такое. Так что придумайте что-нибудь. Может, потому что уже кто-то долго очень живет, может тоже попросить какую-то или постоянку, и гражданство. Если он тут легально долго живет, то есть то учился, то еще где-то учился, то где-то работал по контракту. И это, наверное, тоже может являться. Тут уже, наверное, надо бы с адвокатами, с какими-то посоветоваться, но именно не по теме получения гражданства, а по основаниям, которые надо подготовить и как их преподать. То есть саму процедуру получения гражданства вам адвокат не нужен, если у вас есть основания и вы на него подали. А вот если, конечно, выдумать какое-то мудреное основание, тут может и да. Может тут и надо как бы посоветоваться с какими-то более знающими людьми, которые сейчас это делают, которые знают какую-то лазеечку, что типа, блин, ну а ты-то вот, не знаю, выйди замуж или женись, или еще что-нибудь придумай. То есть вполне может быть такое. Так что тут, конечно, лучше бы посоветоваться. А если есть уже, ну, есть основания, что не надо ничего выдумывать, то адвокаты не нужны для этого. Это делается быстро и просто, и самостоятельно. Вот. Наверное, они и правду нужны только тогда, когда надо что-то такое вот выдумать хитренькое, что у тебя его нет, этого основания, а ты хочешь его сильно получить, это основание. Так. Скажите, пожалуйста, есть ли помощь в Аргентине по рождению ребенка? По-моему, не знаю, как сейчас, раньше вроде бы была. Раньше вроде бы была. Много тут было многодетных, все, и им там за детей платили, чтобы они, ну, как бы могли как-то прожить. Армянин, олигарх, живет в Буэнос-Айресе. Слышал что-нибудь? Нет. И слышать как бы мне, а зачем? Какая мне разница, блин, какой олигарх живет в Буэнос-Айресе? Вот скажи, вот в чем прикол, блин? Да ты порти свое время, чтобы всякую херню, блин, слушать. Ну, в смысле, что, ну, зачем? Вот, что мне это даст для моей жизни, что я буду слышать что-нибудь об каком-нибудь олигархе, который живет в Буэнос-Айресе? Да пусть живет. Раньше говорили, что здесь и нацисты прятались, теперь другие люди прячутся. Еще неизвестно, кто будет здесь когда-нибудь жить и прятаться. Как бы тут многие олигархи еще не оказались в конечном итоге. Так что это вообще ерунда. Живет-то и живет, хорошо, значит. Пускай, значит, это вкладывается в нашу экономику, если живет. Здесь армян, кстати, очень много живет. Тут, не знаю, тут большая диаспора армян. Тут у них есть целые армянские районы, где они это. Я знаю, у них тут есть церковь армянская, культурные центры есть. Я когда-то работал
недалеко от какой-то там армянской церкви, там их вообще очень много было и ничего. А что такое армяне? Другие люди, что ли? Тут есть куча улиц, где они там занимаются всяким обработкой там драгметаллов там и все остальное. Ну, нормально. Если у них есть и олигархи, которые здесь живут, превосходно, значит. Так, Денис, у нас очень само, у нас очень большие по европейским законам эта рыба не кошерная, так что у нее нет чешуи. Их столько развелось, что у нас кайфуют. Вау, блин, круто. Крутенько. А у нас не кошерно считается рыба карп. Ну, в смысле, что ее вот прямо хотят и вот избавиться от нее. Прямо вот. Не везде. В провинции Буэнос-Айреса, в Буэнос-Айресе нет. Здесь его как бы некоторые даже, так сказать, чмокнут и выпустят. А вот туда вот, Патагонию, вот туда, да, там они его, блин, очень не любят. Очень даже не любят. Так, вообще за год ни разу не встречала заметно пьяных, особенно агрессивных алкашей на улице. Намного спокойнее здесь себя чувствую без них. Это правда, я же говорю, это нет, тут такого как бы ну, не принято. То есть, ну, конечно, все мы немножко, как бы, люди, и не без того, что кто-то из праздника возвращается с какого-то всего, но это не есть агрессивные алкаши. Есть люди немножко выпившие, есть праздники, сейчас будет Новый год, сейчас будут контроль, начнется, будут контролировать гаишники с трубочками, так сказать, подышать в трубочку всем водителям, это тоже будет, особенно сейчас в период летних отпусков. Потому что будут ребятки, как говорят, в отпуске расслаблены, трошки там выпили, где-то ехать. Но это не эта алкашня, которая понапивается и шляется. Это ребята, которые, или взрослые, которые с вечеринки с какой-то возвращаются. Тем более у нас же даже до сих пор было разрешено, вот и во всей Аргентине теперь начали ужесточать, но было разрешено определенная норма, даже выпившим за рулем ехать, это допускалось. То есть там то ли, ну как бы скажем так, типа баночка пива, ты мог выпить и ехать, и тебя остановили, проверили, это не считается нарушением. Так что, ну, не для профессионалов, то есть не для водителей там автобусов или такси, то есть, а для частников. Так что, конечно, люди такие были, что там выпьют 100 грамм вина, возвращаются там с вечеринки, они, может, даже это самое, едут. Ну, сейчас уже ужесточили, сейчас уже начинают говорить, что нет, чтобы 0 был совсем. Но факт есть факт. Потому и вот в такое обычное время почти нет таких контроля такого, ну, вот за рулем на выпивку. А вот перед Новым годом, перед Рождеством, на летние каникулы, да, таких контролей будет много в городе. Даже при въезде в этот парк будут, блин, почти через одного проверять на алкоголь машину, потому что въезжают, и будут смотреть, чем не приехали, не с этим. Но именно алкаша, я тут еще такого аргентинца таки не видал. Так, если ребенок с вами легально прожил 2 года до 18 лет, то это и есть основание. Идет, говорит, жил здесь, учился. Так, вот, нормально, вот Нати отвечает. Так что вполне может быть, я же говорю, я не хочу ошибиться, не хочу наговорить, чтобы потом люди подумали, что это правда. Надо где-то вот больше уточнить. Как минимум тех, у кого было хоть что-то подобное. Так. Спасибо большое за ответ. И, пожалуйста, Леонид, сколько процентов вычитается в качестве налогов с вашего заработка на Ютубе? Наверное, больше, чем 50. Не, ребята. Все это не так. И я вам расскажу. Здесь, и, честно говоря, налог на предпринимательскую деятельность, вот типа монотрибута называется, да, это такой монотрибут, это такой, ну, предприниматель, который может вести 3 всяких деятельности. Там есть свои ограничения в этих деятельностях, наподобие прессио унитарио, это цена единичная за единицу товара. Вот, к примеру, я монотрибутист. И, допустим, у меня есть рыболовные товары. Но есть такая вещь, которую я должен придерживаться. Я не могу превысить цену
единичного товара. То есть он сейчас, вчера, по-моему, слушал как раз, сейчас составляет где-то около 400, точно не знаю, 380 или 400 тысяч товар стоит. То есть я не могу продавать товары в своем магазине, которые стоят 1 миллион, к примеру. То есть я могу на миллионы продавать товары, но товар не должен стоить единица товара не может стоить в моем магазине, если я хочу быть моноатрибутистом, больше, чем 400 тысяч. То есть даже могу подсказку сказать, допустим, каяк стоит 600 тысяч. Как продать каяк, не нарушая закона? Вы можете расписать, что вы продали каяк за 400 тысяч, весло до каяка, которое, в принципе, в комплекте идет, еще за 100 тысяч. Дырочку вы в каяке перед продажей сделали, эта дырочка вам обошлась еще 100 тысяч, то есть вышло 600, это каяк. Ну, то есть каждый выкручивается, как считает правильным. Это не подсказка, это просто, как говорят, как, в принципе, помыслить. Но факт не в том. И ты можешь продавать как обычный человек любые вещи и все, но тогда ты уже не моноатрибут, а ты уже тогда регимен генераль. То есть ты приходишь в другую категорию, там другие налоги, другие расчеты. Но я говорю про моноатрибутиста. У моноатрибутиста налог, в принципе, не очень высокий с деятельности. То есть там налог высчитывается определенный от того заработка, который ты зарабатываешь за год. И там считается по категории, сколько ты будешь платить. Вот, к примеру, так, чтобы посчитать, к примеру, если ты будешь зарабатывать по 1 миллиону песо в месяц, твой налог, который ты будешь платить государству, будет составлять в пределах 50 или 60 тысяч в месяц. Это никак не 50%. Поняли, да? Допустим, ты в Ютубе будешь получать 1 миллион. И будешь его писать в налоговую инспекцию каждый месяц. Я получил 1 миллион с Ютуба, я получил 1 миллион с Ютуба. Твой налог будет около 60 тысяч в месяц, который ты должен заплатить государству налога. Так что нет, это никаких не 50%. Ну, вы знаете, да, что YouTube еще высчитывает, Америка высчитывает. То есть за американских зрителей Америка берет тоже процент определенный, забирает на налоги. То есть перед твоим заработком это все высчитывается. Но это не так давно ввели, несколько лет назад. То есть мы тоже подаем декларацию ФО, что называется F8, там налоговую в Америку. О том, какой ты резидент какой страны, 5-10, твой налоговый статус, и там YouTube высчитывает, сколько с Америки людей тебя посмотрело, вот за них с тебя высчитывается определенный налог. Но вы все не с Америки, так что с меня много не высчитают. А если американцы, да, с меня немного высчитают. Так что американцы, вы люди богатые, можете и донат послать. Бо с меня высчитывают за ваши просмотры. Так что, ну, это просто, чтобы понимать, да? То есть, нет, не так это считается, не 50%. Так, например, с продажи фото, видео на стоках налог выходит больше 50 из-за того, что в США и Аргентина нет договора по избежанию двойного налогообложения. Не знаю, я вообще про какой. Вы имеете в виду налог, который с вас берет Америка? Может быть. Я вам говорю про налог, который вы должны платить в Аргентине. Я вообще не знаю, вы в Аргентине платите налог за то, что вы продаете на стоках? Я вам говорю, мы, допустим, зарегистрированы как именно в Аргентине, в налоговой инспекции. Один из видов деятельности – это наша деятельность на Ютубе. И все, что мы получаем с Ютуба, каждый месяц мы выписываем счет Ютубу в налоговой инспекции. И пишем конкретно до копейки, сколько мы получили с Ютуба. И вот я вам рассказываю про налог, который ты потом должен платить государству в Аргентине, а не про тот, который себя высчитывает YouTube за, ну, в смысле, там, за американских зрителей. Там я даже не помню сколько. Может и 50, я честно не помню, сколько там они высчитывают. Я вам обещаю обзор нашей местности. Так, на затравку, так сказать, я вас лично приглашаю к нам в гости. Спасибо, Денис. Огромное. Хорошо.
Ладненько, мы еще стримим, мы еще есть, да, 47 человек, мы еще сидим, мы стахановцы сегодня, крутенько у нас тут. Такс. Ну, зато сегодня куча полезных вещей. Я даже не знаю, как потом назвать это видео, хотя, в принципе, а что, нормальное название, все позалетали, говорят, а что случилось, а что случилось? Даже птицы смеются. Так. Так, что тут такое дело? Так, ну и правда, наверное, уже пора завязывать. 3:33. Ребятки, поеду я уже. Смотрите, сколько сейчас у нас времени. 16:30. 16:30, в принципе, уже как бы нормально. К вечеру дело движется. Ну, вы посмотрели, да? Смотрите, Аргентина выглядит нынче вот так. Он там пригород города Буэнос-Айреса, вы видите за мной. В эту сторону, вы видите, уже буду заканчивать. Видите, там река Ла-Плата. За этой рекой находится Уругвай. Город Буэнос-Айрес. Так, прям надо понять. А, меня уже спрашивают там, да, кстати, уже спрашивают меня, там надо отвечать на некоторые вопросы по делам. Так, на социальное страхование сколько нужно платить? Нет, это все, если доход будет $3000, то сколько нужно будет заплатить налог? Смотрите, это все надо смотреть конкретно в этом самом. У нас есть, заходите АФИП, ищите, там есть такой листочек от того, сколько получаешь в год, сколько у тебя налогов. То есть не листочек, а там у них таблица стоит. АФИП – это местная налоговая компашка наша. Только она сейчас будет скоро называться, она сейчас еще на АФИПом называется, но ее уже как бы закрыли, но и не закрыли, а ее переименовывают. Она будет называться, по-моему, АРКа, что-то такое, агенция по рекордасьон там, и, ну, в общем, что-то типа АРКа будет называться. Сейчас АФИП еще. И там у них есть типа таблица такая, написано, сколько доход типа в год и сколько налогов надо платить в год. Туда же входит в эти доходы, ну то есть это ваш налог на прибыль туда входит социальное страхование, медицинская страховка, и туда же входит в это, что я вам сказал, туда же входит ваша будущая пенсия. Так что вот это от того заработка, что я сказал, что надо платить где-то 60 тысяч, кто-то будет 100 тысяч платить, это вот все туда входит вот это. Это не то, что только налог, потом за медицинскую страховку отдельно, потом пенсия отдельно. Нет, это все в кучу. Да, планируете покупать домик на океане? Я всем, намекаю, что я планирую покупать домик на океане. Сверху видно, сколько на домик надо еще это самое добавить. Так что да, планирую, если добавите туда, что там вся стрелочка подвинется так раз, так будет двигаться. Додвигается, поедем все стримить с домика на океане. Так что давайте, донатики там, ссылочка внизу. Да, оставьте вопросы на следующий стрим, потому что, правда, у меня тут в это время дрынкает WhatsApp, там меня спрашивают по темам магазина, и мне надо пойти и поотвечать, потому что там спрашивают, какие удочки, какая доставка, оно мне тут высвечивает периодически на экране. Плюс бухгалтер звонил, ну не звонил, а тоже писал, надо посмотреть, что там насчет импорта. Давайте, если вы хорошо себя ведете, молодцы, спасибочки, готовьте вопросики, еще постримим. Я приеду, еще посижу и постримим. Хорошо? Так, всем приветик. Не забывайте, ссылка на донат внизу. Не жлобьтесь.